Окей, хорошо. Ну что, поехали. Здравствуйте, рад всех видеть. Сегодня у нас очередная лекция из цикла «Старшие арканы Таро». Сегодня разберем смысловые значения, значения в практике в раскладах. Рассмотрим символику карты, историю этих самых символов. Я вам объясню более или менее внятно, что там за символика такая, да? Почему именно такой смысл вкладывается в эту карту, и почему она в разных колодах разная. Ну вот почему у Уайта именно такое видение карты влюбленная. Либо как ее правильно назвать, сложно сказать. Дело в том, что английское The Lovers более ближе к истине, нежели русское влюбленные, либо любовники, да. Дело в том, что и влюбленные, и любовники, они как бы имеют свои такие подтексты, да, эмоциональные. Любовники это что-то такое негативное, всегда считается, да, влюбленные это что-то такое чрезмерно романтическое. Вот. По сути же, the lovers, если мы берем в английском языке, это просто два человека, которые любят друг друга. Вот. То есть такое более сухое как бы слово, которое не так насыщено эмоциями. Потому как эмоции это временами они мешают пониманию. Вот, хорошо. Ну, об этом чуть-чуть позже. Так, хорошо. Значит, как смотреть лекцию? Еще раз скажу, что записывать там какой-то конспект не только не нужно, но и нежелательно, потому как если вы будете стараться успеть что-то записать, стараться что-то там сформулировать себе, чтобы кратко все это оформить, вы можете упустить суть. Вот, можете упустить очень важную деталь, которые будут составлять общий фон этой карты. А карты Таро, я напомню, это в первую очередь чувствование карты, а не понимание ее головой. Головой, конечно, понимать нужно, в принципе, на это-то и направлены наши лекции. Но в первую очередь я бы хотел сосредоточиться на ощущении от карты, потому как вот именно оно и является вашим рабочим инструментом. Вы не то чтобы понимаете карту, которая лежит у вас в раскладе, вы ее должны прочувствовать. Вот когда вы ее прочувствуете, вот тогда можно будет сказать, что вы хорошо работаете. А заучить какие-то значения, ну, это, в принципе, можно взять книжку, выучить и идти работать, что-то у вас там будет получаться худо-бедно. Вот, мы же про более глубокий уровень понимания карты. Поэтому конспекты будут скорее мешать вам сосредоточиться на том, чтобы прочувствовать эту карту во время лекции. Опять же, зачем записывать, если лекцию можно в любой момент включить, пересмотреть там сначала, с середины, как угодно. Лекция длинная, поэтому если вы будете чувствовать, что у вас нет там 1,5 часов, чтобы посмотреть всю лекцию. Ну, посмотрите полчаса, да, на следующий день можно продолжить просмотр. Можно пересматривать, тем более это полезно, еще раз глубже прочувствовать карту, через месяц, через 2 вернуться к просмотру снова. Вот, и после того, как вы попробовали, допустим, в раскладах эту карту, да, вернуться через месяц, через 2 уже с новой базой данных, свежий, да, еще раз прочувствовать эту карту, и многое вам станет еще понятнее. Поверьте моему опыту. Вот. Для тех, кто не в курсе, работаю с людьми с помощью карт Таро я уже порядка 10 лет, даже больше. Это моя основная профессия, основное занятие, да. По образованию я, по первому образованию филолог, да, русский язык и литература. Вообще язык и литература, в принципе. Отсюда-то я и заинтересовался мифологией, картами Таро. Я рассматриваю именно с точки зрения мифологии, как наиболее естественным состоянием чувствования вот тех самых архетипов, да, с помощью которых мы и работаем картами. Вот, по второму там экономист-менеджер, но это скорее мне в работе нужно было, хотя, скажем так, разное образование, у меня есть еще не законченное техническое, да, вот, позволяет мне видеть жизнь с разных сторон, работал на разных работах, поэтому, ну, имею какое-то представление о том, что говорю. Ну, конечно, основной мой фокус внимания это карты Таро. Ну и последние 10 лет только ими и занимаюсь. Хорошо. Собственно, давайте будем начинать, да. Влюбленные люди, они ослеплены друг другом. Тут много эмоций и розовых очков. Совершенно верно. Совершенно верно. Вот об этом и речь. Об чем и речь, да? Возлюбленные ближе к смыслу The Lovers, по моему мнению. Ну, возлюбленные. Вот возлюбленные, может быть, влюбленные. Это такое
Влюбленная больше похожа на двойку кубков. Возлюбленная уже ближе, но опять же слово такое слегка, знаете, слишком пафосное, слишком много эмоций. Английское The Lovers, оно более спокойное, скажем так. Более умеренное, уравновешенное. Вот, любящее. Любящее может быть, да. Хорошо, давайте, чтобы не было споров, да, мы попозже поймем все вместе с вами, да, почему именно карта называется так. Вот, хотя говорит она больше о выборе. Давайте смотреть. Так, ну, как у нас тут? Вот как-то так, да? Так, чатик видно. Экран видно, да? У всех все нормально. Девушки, у меня к вам просьба. Если что-то будет подглючивать, там звук, либо что-то такое, сразу же сообщайте, хорошо? Так, ну что ж, поехали. Мы с вами близимся к завершению первой семерки старших арканов, да. Напомню, что я работаю по астрологическим соответствиям. В этих соответствиях есть 3, скажем так, большие группы старших арканов, да, то есть от мага до колесницы, до повозки. На колеснице можно повозка и так, и так. Дальше идут у нас от силы, от льва, до умеренности, до скорпиона. Это вторая треть зодиака. И последняя треть зодиака от дьявола до джаджмента, там судный день, судилище, страшный суд. Да? Вот. Шут и мир у нас отдельно как бы вынесены за скобки, за рамки всего этого дела, потому как, в принципе, они значат примерно одно и то же и являются, собственно, границей, которую и переходят вот эти старшие арканы при следующем этапе своего развития. Об этом, конечно, будем отдельно говорить. На прошлых лекциях мы уже говорили с вами о маге, о высшей жрице, о императрице-императоре. На прошлой лекции мы с вами пообщались очень плотненько по поводу иерофанта, как по поводу смысловых значений, так и по поводу высшей философии. Надеюсь, что я достаточно четко пояснил, почему эту карту стоит относить к близнецам, к Меркурию, и почему Гермес Трисмегист больше похож на иерофанта, нежели на мага. Маг — это больше такое марсианское, скорее, ощущение. По Афине это активное действие с помощью своих знаний. Так вот, маг Гермес Трисмегист, он, конечно, был магом. Но основная его функция была это передавать знания людям. Да? А вот маг, он действует самостоятельно. Он не то чтобы передает знания, он ими пользуется. Иерофант же, обладая этими знаниями, мало того, что ими пользуется, еще и может приобщить к этим знаниям и других людей. То есть он является таким универсальным учителем, скажем так, проводником в мир знаний, информации, в мир богов, посредник такой, да, между людьми и Богом. Напомню, что Папа Римский официально считается посредником между Богом и людьми. Вот. Почему Гермес тоже я об этом говорил, Меркурий, да, и какие черты близнеца просматривали, все это есть у нас в прошлой и в позапрошлой лекции. Найти на канале. Влюбленные теперь же. Опять же, это третий дом. Это карта, которая относится скорее к Прозерпине. А Прозерпина, если вы помните, это дочь богини Диметры, которая у нас с вами шла речь в императрице, вернее, скажем так, в симбиозе высшей жрицы и императрицы, потому как это женские такие карты обе, что одна, что вторая, она значит, скажем так, врожденную мудрость, глубинную интуитивную мудрость, да, и, соответственно, материальное существование в нашем мире, который является, ну вот Земля, да, Земля, богиня Матерь, вот это ощущение нашего физического присутствия в материальном мире. Вот. Император, напомню, это порядок, который устанавливает человек в этом материальном мире, да, ну и иерофант — это человек, который может других людей научить этому порядку, дать понять, почему, зачем и как все это существует, передать какие-то знания, да. При всем этом передача знаний по иерофанту, как мы с вами помним, происходит одинаково, равно ко всем. Основной принцип иерофанта или учителя, что каждый достоин знания.
Со всеми нужно делиться знанием, да. Нет разницы, кто ты там, мужчина, женщина, ты достоин знать то же самое, что и все другие, да. Вот, поэтому можно сказать, что иерофант, он несколько подвержен влиянию шаблонов, просто потому, что он должен разделять людей на какие-то группы, навешивать, ну, в негативе, конечно, навешивать ярлыки, но в позитиве сначала гораздо проще у нас по шаблону понять, с чем мы дело имеем, чтобы сэкономить какие-то ресурсы мозга, да, я на прошлой лекции об этом говорил. Но тем не менее, основная функция это передать информацию. Так вот, уже учат нас любовники. Давайте более глубоко погрузимся в эту карту, поговорим о Прозерпине, собственно, о самой карте. Что мы с вами видим на рисунке? Само собой, что это, скажем так, стандартный, ну как стандартный, да, библейский миф, его знают все, это изгнание из рая. Ну, вернее, тут еще до изгнания далеко, но намек уже есть, потому как мы с вами видим, что дьявол, искуситель в виде такого змея, да, у нас присутствует. Что будет дальше, мы уже в курсе, мы уже знаем. Вот. При всем этом, ну, интересно еще, кто куда смотрит, но об этом опять же позже. Скорее на следующей лекции о высшей философии, вот там уже будем говорить, почему Ева смотрит на божественный свет, да, а мужчина смотрит, собственно, на Еву. Вот. Но в ближайшем будущем мы с вами увидим по этой карте и изгнание из рая, потому как сюжет нам известен. Давайте сначала быстренько глянем, что говорит сам Уэйт по этой карте. И напомню я вам, что такое третий дом, причем тут близнецы, да. По Уэйту еще раз скажу, что Уэйт вообще, когда писал свою маленькую белую книгу, да, скорее всего, он как-то так пытался немножко замести следы, да, есть такое мнение, что ему очень здорово прилетело за то, что он эту колоду в таком виде как бы выложил в всеобщий доступ, скажем так, поэтому он был вынужден написать пояснение к этим картам, которые скорее мутят воду. Вот. Я не знаю, насколько это реальная история в том, что он в самом деле пытался запутать, да. Ну, умные люди все понимают и без описания, но тем не менее, раз у нас есть маленькая белая книжечка, вот, значит, надо ее все-таки озвучить. Более того, что какие-то отдельные фразы наводят нас на мысли, которые очень полезны в понимании этой карты. Во-первых, он тут просто описывает, что это две фигуры, мужская и женская, не стыдящиеся своей наготы подобно Адаму и Еве, да, ну это все понятно. Древо жизни с 12 плодами за спиной мужчины. Древо жизни. Древо познания добра и зла с обвившим его змеем растет за спиной женщины. Тут надо сказать, что часто мы забываем с вами, что вообще-то речь шла о двух деревьях в этом мифе, да. На самом деле это древо жизни, мужское, мужская символика, скажем так, активная, огненная, и женская, пассивная такая, да, это древо познания добра и зла. Чаще всего, когда говорят о райском дереве и о плоде, да, то речь идет именно об этом дереве, а втором забывают. Ну да ладно. Уэйт мы, как видим, помним. Уэйт помнит, как мы с вами видим, да. Фигуры говорят о юности, непорочности, невинности и любви, не затронутой грубым плотским желанием. То есть сначала как бы все, мы еще в раю, да, мы еще пока слушаемся, мы пока еще подчиняемся закону порядку, который над нами давлеет. Это карта человеческой любви во всей ее простоте, каковая представлена здесь как составная часть пути и истины, и жизни. Вот, то есть, опять же, это движение. Опять Уэйт намекает на то, что карты как бы выстраиваются одно за одним в каком-то пути, да, в каком-то развитии, в понимании истины, в понимании жизни. Вот. В самом высоком смысле эта карта символизирует таинство завета. Опять же, что такое завет? Завет это определенное правило, да? То есть Бог дал завет, то есть те правила, которые нарушать нельзя. Будешь нарушать, ну будешь сам виноват в своих бедах, в своих проблемах. Вот. Можно еще заметить, что женщина скорее выступает орудием тайного закона проведения, нежели добровольной, осознающей свои действия искусительницы. То есть Уайт намекает на то, что
то, что женщина послужила, скажем так, библейской причиной грехопадения, да, это тоже было запланировано. То есть человек в своем развитии должен пройти стадию грехопадения. То есть, что такое грехопадение? Это нарушение этого самого завета. Теперь давайте. Я смотрел интерпретации Савченко, меня все время удивляло то, что какой-то там Сергей по многим вопросам и трактовкам не согласен с Уэйтом. Имеет право. Во-первых, каждый человек имеет право быть согласным либо не согласным, но по Савченко я вам чуть-чуть попозже. В логической паузе я по Савченко чуть-чуть поясню, почему он так согласен либо не согласен. Вот, собственно, Уайт намекает все-таки на, скажем так, на развитие карт по какому-то алгоритму. То есть есть путь, есть какое-то движение, познание истины. Это один из этапов. Вот, причем, заметьте, именно через вмененный ей грех человек в конечном счете восстанет из греха. И только с ее помощью он сможет реализовать себя. Вот, что интересно, что за вмененный грех, да, и почему он восстанет из этого греха. Дело в том, что познание и есть тот грех, который человек совершил в момент грехопадения. То есть он съел яблоко, да, то есть плод с познания добра, с древа познания добра и зла, то есть вкусил некую информацию, что-то понял, начал соображать, то есть считается, что это прообраз, как его, разумности. Вот. Считается, ну, современными учеными, которые учат, которые, скажем так, находят во всем объяснение логическое мифам, они считают, что сама символика грехопадения это то, что вот раньше человек жил на лоне природы, жил там на деревьях вместе с животными, то есть, ну, грубо говоря, был обезьяной, да, таким неразумным существом. А потом он что-то понял, осознал, стал человеком разумным, вот, начал думать и поэтому потерял связь с природой, потерял связь с Богом. Да? Теперь его, если вбросить в эту самую живую природу, он по завету Бога, как все животные, жить не сможет. Вот в этом и есть его грехопадение, в том, что он отдалился от Бога. Но тем не менее, этим же самым он стал человеком разумным. И, собственно, дальше именно с помощью разума он и познает всю истину этого мира. Так чуть-чуть путано, но опять же на следующей лекции по философии я это поясню чуть-чуть более развернуто, скажем так. Пока давайте поближе к грехопадению, да. Вот, собственно, что произошло у нас после того, как вкусили люди знания, их из рая изгнали. Теперь в поте лица своего будешь добывать свой хлеб, и в боли, и в муках будешь рожать детей. Вот это, собственно, и произошло. В принципе, если мы берем любую авраамистическую религию, авраамистическую, я вот постоянно это спотыкаюсь об это слово. Это общее для всех таких религий понятие, обозначающее нарушение первым человеком воли Бога, которое привело к падению человеком из состояния высшего невинного блаженства, да, незнания, состояние страданий и греховности. Если вы помните вот эти фразы по поводу того, что знание – боль, да, чем больше мы знаем, тем хуже нам становится и прочее, прочее, это вот отсюда все идет. В видоизмененных формах понятие грехопадения присутствует во многих, в том числе и неавраамических религиях. По мнению исследователей, подробно изучавших эту тему, мифологема Золотого века и изгнания из рая восходит к временам неолитической революции и является реакцией на появление земледелия. Да? То есть вот сначала человек просто жил, да, был охотник-собиратель, если еще так взять, да, он просто жил на лоне природы. Что природа дала, что Бог послал, то тем он и питался. Важно было просто соблюдать правила, которые вот те самые высшие боги, высший бог тебе давал. Это ешь, это не ешь, с этого дерева ешь, с этого не ешь, да. И все у тебя будет хорошо. Дальше, если ты слишком умный, ты решаешь сам себе создавать правила, ну тогда уж давай сам, да. Без поддержки божественной, вон из рая, да, дальше ты уже сам.
В принципе, что сделал человек? Человек начал собирать все эти растения и высаживать их у себя. Сам заботиться о них, сам решать, что правильно в еду, что неправильно. Ну и, соответственно, сам теперь отвечает за то, что там у него происходит. Если он правильно ухаживал за этими растениями, поливал, пропалывал, то и еда у него будет. Твои итоги, твой урожай зависит от твоих действий, от твоего пота, вот, от твоих стараний. С другой стороны, если бы он жил на лоне природы, да, то нечего на себя пенять. Раз какая-то засуха и нет плодов, нечего собирать, значит, Бог так решил, значит, что уж тут. Да, как бы мы ни при чем. Как бы. Вот вам разница. Люди до грехопадения и после. После грехопадения, после познания, после работы со знаниями, да, после того, как человек прикоснулся к тому огню, который ему принес Прометей, да, либо тот же самый Гермес Трисмегист. После того, как боги через своего посредника научили людей самостоятельной жизни, вот тогда, собственно, и происходит некое грехопадение, да, человек сам становится ответственным за все, что происходит у него в жизни. Очень похоже на то, что происходит в жизни человека в подростковый период, да? То есть, если ребенок в подростковом периоде слушается, следует воле родителей, то у него, ну, как бы с него взятки гладкие. Если что-то не получилось, это потому, что родители его неправильно научили. Да? Он невинен. Но если он решает нарушить правила, которые ему дают родители, идет против воли отца, против воли матери, вот тогда он уже сам ответственен за все, что происходит в его жизни. Он делает свой личный выбор. Следовать этим правилам, либо нет. Если мы берем тему грехопадения, то там все очень просто. Вот тебе завет, грубо говоря, запрет, правила. Об этих запретах и правилах мы уже с вами говорили в императоре. Император создает эти правила, да? И Иерофант обучает этим правилам. То есть ты уже научен этим правилам. По Иерофанту ты еще живешь пока по этим правилам. А вот по влюбленным ты отступаешь от этого правила, нарушаешь завет, вкушаешь запретный плод, ты приобретаешь свое собственное знание. И тут уже как бы, ну, раз ты сам решил создавать себе свои правила, то и спрашивать с тебя будут, а не с какого-то там Иерофанта, либо с того, кто вообще придумал все эти правила. Дерево познания добра и зла. Согласно библейской книге «Бытие», особое дерево, посаженное Богом посреди Эдемского сада, символизирует познание, прежде всего, этических категорий, способность осознанно выбирать между добром и злом. То есть, что значит осознанный выбор между добром и злом? Есть у нас завет, вот это хорошо, это плохо, все, понятно. А вот тут ты осознанно выбираешь, что для тебя лично добро, а что для тебя лично зло. И вот в этом и кроется корень понимания этой карты. То есть, по сути, по этой карте мы видим, что люди все-таки понимают, что есть определенные правила, но хочется создать свои, потому как ты живешь по этим правилам, все скучно, нормально, получается, но если ты чувствуешь, что что-то тебе хочется не по правилам, что-то тебе хочется больше, чем описано в завете, и если ты берешь на себя ответственность за то, чтобы решить, а вот это мне нравится больше, вот тогда ты принимаешь ответственность на себя полностью. Ты становишься взрослым человеком. Тебе не место в раю, ты уже не ребенок, иди давай вперед сам. Работай на завод, на фабрику, либо в институт. В институт люди идут, высшее образование они получают уже после Иерофанта. Что такое Иерофант? Иерофант это, скажем так, наука для всех. Это среднее образование. Если уже брать нашу систему жизни человека, да, вот третий дом у нас от 14 до 21 года. Опять же, все это очень условно. Ну, мы с вами понимаем, что и астрология, и Таро это условный набор, скажем так, символов. Поэтому их можно скомпилировать в какую-то систему, в которую они будут вписываться при желании. Так вот, собственно, с года до 7
Человеку важно просто почувствовать себя, осознать, что вот он, я живой, не убиться по высшей жрице, скажем так, прочувствовать, что для него лично хорошо и плохо в быту, не осознавая еще этого, да. С 7 до 14 очень важно следовать тому, чему тебя научили родители, императрица и император. Мама любит, папа воспитывает. Это с вами на предыдущих лекциях прошли. 14 лет, кстати, вот происходит серьезный перелом. После того, как ребенок выходит в большой мир, да, к 14 годам он уже понимает, что вот он ходил в школу, там сколько там, 5-7 лет, по-разному в разных школах, в разных странах. Сначала он просто выходил из дома в школу. Теперь в 14 лет он уже как бы переходит в эту школу жизни, да, он понимает, что он подросток. Он потихонечку уходит из дому, приобщается к таким же, как он, ученикам Иерофанта, да, то есть он уже больше живет в мире своих ровесников, одинаковых с ним людей, да. У ровесников одинаковые потребности, одинаковые интересы. Им всем кажется, что они все очень индивидуальные, но, как правило, они все одинаковые. Их можно вписать в какие-то группы, в какие-то субкультуры. Вот эта субкультура в общем и целом, это иерофант. Это такой штамп, шаблон, да. Вот мы рокеры, да. Вот мы там неформалы, вот мы там рэперы, а мы мотоциклисты, да. Либо кто там, мы вот там любим, кто там, геймеры, да. Вот такое. Все подростки делятся на какие-то группировки такие, где они чувствуют себя в среде одинаковых с ними людей. Но когда ты прощупал вот это вот, то, что тебе интересно, да, допустим, ну хорошо, ребята любят слушать тяжелый рок. Я буду говорить про себя, да, я, допустим, был в субкультуре металлистов, скажем так. Ну, вот, назовем это таким старым словом. Панки, металлисты, да, неформалы, волосатые, это все часто не очень, да, но раньше у меня хайр был такой, нормальный, длинный. Вот. Так вот, все эти металлисты, они, конечно, кучкуются по интересам, но постепенно человек начинает выделять для себя что-то особенное, что-то интересное. То, что не всегда вписывается вот в рамки этой группы, но что нравится лично ему. Он начинает делать осознанный свой выбор. Пока ты формируешь свою группу общения, тебе не важно, что там за этот рок. Да, можно и хард-рок слушать, и панк-рок, и тяжелый, там, я не знаю, викинг-рок, что угодно. Там, готик, блэк, да, то есть неважно. Главное, чтобы это было в общем и целом тяжелое что-то такое, да, чтобы кожаные куртки, чтобы берцы, чтобы вот такие хайры длинные, да. Потом постепенно ты понимаешь, что там много всего интересного, но вот что-то конкретное тебе нравится больше. Ты начинаешь уходить как бы в одну тему. Ты начинаешь погружаться в то, что тебе особенно интересно в этой теме. Вот эта вот особенность и есть Прозерпина. Да? Меркурий это общая для всех инфа, да, инфраструктура, в которой человек вращается. А Прозерпина это когда человек выделяет уже какое-то отдельное для себя течение, направление, отдельную группу, которую он слушает. Да? Вот. Здравствуйте всем. Здравствуйте, Лариса. Вот, поэтому, если мы берем, к примеру, обучение, в школе людей учат примерно одинаково всех. Но потом происходит разделение на гуманитарные классы и там физмат, физико-математические классы. То есть такое примитивное, простое расщепление на физиков и лириков, да? На тех, кто больше эмоционален, и на тех, кто больше логичен. То есть, ну, как у нас все, в принципе, делится на мужское и женское. Правое и левое, да, правое полушарие, левое полушарие. Кому-то интересны стихи, музыка и рисование, а кому-то там программирование, математика, физика, химия, да. Естественные науки, гуманитарные науки. Вот. К 21 году человек уже должен сформировать свою прозерпину окончательно. От того, что вот где-то с 18 до 20 человек должен определиться со своим жизненным направлением, что ему интересно изучать, и он должен пойти туда, куда ему интересно. Можно, конечно, по иерофанту послушать маму с папой, да? Вот ты иди туда.
Иди там в юристы, юристы хорошо зарабатывают. Будешь как сыр в масле кататься. И такой ребенок, не особо задумываясь о том, надо ему быть юристом, либо ему хочется там рисовать что-нибудь, он идет на юрфак. Хорошо, если к 21 году он поймет, что юрфак это не его, и уйдет там в художку, допустим. Либо наоборот, он вот захочет с друзьями, с ребятами по иерофанту, с единомышленниками. Все пошли в художку, я как дурак тоже в художку, да. А у человека может быть склонности к математике, к физике, да. И он понимает, что в этой художке он не пришей к кобыле хвост, да, не то, не сё, будет двоечником. Хорошо, если он вовремя уйдет там в математике, либо в программирование, там, либо в еще что-нибудь. То есть ситуации разные бывают, поэтому очень важно понять шаблон, к которому ты принадлежишь. Если твоя прозерпина находится внутри этого, значит тебе повезло, значит ты как-то направили сразу в нужную сторону. Теперь для тебя главное отточить свое лезвие и вгрызаться уже во что-то отдельное. Ну а дальше уже находишь свое направление и учишься. Но, опять же, два варианта развития событий. Либо ты слушаешь родителей и идешь по иерофанту туда, куда они тебя сунут, да, грубо говоря. Либо по любовникам ты говоришь, а вы мне не указ. Да, а вот мне больше нравится, допустим, музыка на гитаре играть. И пойду-ка я в музыкалку, да, в консерваторию пойду учиться. Хорошо, если родители знали об этом заранее и водили уже ребенка в музыкальную школу. И тогда ему будет очень просто перейти в любовники. Ему будет очень просто найти свое любимое занятие, возлюбленное занятие. Да, и пойти, допустим, по классу гитары, либо по классу скрипки, либо по классу вокала, либо вообще там в дирижеры, если там у него лев очень прокачанный. Да? Вот. Плохо, если родители хотели, чтобы он был врачом, а ему хочется пойти в трактористы, понимаете? Вот это да, сложнее. Но тем не менее, что такое влюбленное? Это когда ты понимаешь, что есть завет и есть какие-то общие правила. Но вот единственное, самое правильное для тебя правило ты должен выделить себе сам. Ты должен проникнуться. Что такое познание добра и зла? Ты должен попробовать вкусить этот плод, чтобы для себя лично понять. Вот то, что люди по иерофанту говорят, это, наверное, может быть и правильно. А вот понравится ли тебе это? Вот все говорят, что бананы вкусные, а яблоки невкусные. Пока ты не попробуешь и банан, и яблоко, ты не поймешь, что для тебя лично вкуснее. Может, всем бананы вкуснее, а тебе они слишком приторные, и тебе больше нравятся кислые яблоки. Люди-то разные. И вот влюбленные-то и говорят о том, что люди разные, любят они разные вещи. Сейчас, конечно, у нас модно, что вот, мы все равны. Да, по иерофанту у нас сейчас такая эпоха, где общее равенство, равенство прав. Хорошо, если мы будем помнить, то вообще-то мужчина и женщина это физически, физиологически разные существа. Очень разные причем. Просто потому, что они должны выполнять разные функции. То, что для мужчины хорошо, для женщины может быть не очень хорошо. Потому как повышенный уровень тестостерона, допустим, в женском организме, он мешает деторождению. Да? Бородатые женщины мало кому интересны. Скажем так, вот. Хотя считается, что сейчас бородатые женщины тоже должны иметь равные права. Оно, конечно, да, но кроме прав есть еще и обязанности. Вот. Хорошо. Поэтому по грехопадению, я думаю, ясно. Что такое эта карта? Это намек на грехопадение, что есть завет, но ты должен понимать, что из этого завета для тебя лично особенно интересно. Если мы берем прозерпину, да, что такое вот этот значок прозерпины, я уже о нем. Прозерпина это Персефона, да? Совершенно верно. Персефона, она же Прозерпина. Персефона это у этих самых, у древних греков. Прозерпина, она у древних римлян. Но это по сути одно и то же. Это дочь Диметры, богини плодородия, земледелия. Да, опять же, да, но что такое грехопадение? Это погружение в земледелие, взятие ответственности и результатов на себя. Я сделал свой выбор, я вот делал вот так,
да, ответственность несу полностью я. Вот. Что такое прозерпина? Это не сноп пшеницы, как у Диметры. Это ее дочь, производная от прозерпины. Те боги, чьи-то там дочери, либо сыновья, это производные от того высшего понятия. Прозерпина — это все зерно земли. Это все растения земли. Это мать природы. Диметра, да? А прозерпина — это вот видите, одно маленькое зернышко, вынесенное за скобки. То есть отдельное зерно. Это ваше личное мнение. Это ваш личный выбор. Мало ли что там всем интересно. Всем интересно. Мне тоже может быть интересно, но мне вот интересно именно это. Вот. У нас в доме много тапочек, но вот конкретно эти тапочки мои тапочки, потому что они подходят лично мне. Я знаю, я проверил, я померил размер. Детские тапочки мне на ногу не налазят. Тапочки жены тоже не налазят. А вот мои личные тапочки, которые я сам себе выбрал под свой размер, вот они для меня идеальны. Вот. Как выбрал себе тапки, так и удобно тебе в них потом будет. Вот. Просто надо следить за бородой. Ухаживать надо за бородой, да? Важно понимать, что каждый, и бородатые женщины тоже, имеют право на свой личный выбор. Но, если ты принял по прозерпине ответственность за то, что тебе нравится в твоей жизни, то и будь готов к последствиям. А последствия последуют, не заставят себя ждать. Поэтому я лично не против бородатых женщин, просто потому что я считаю, что ограничивать чужие права там, где они не мешают другим людям, ну это смысла нет, да? Хочется человеку быть бородатой женщиной? Да пожалуйста. Кто ж тебе, запретит-то, да? Но, допустим, если мне что-то не нравится, да, я вот себе это позволять не буду. И я сам себе решаю, что для меня хорошо, что для меня плохо. Указывать мне никто не может, но, по крайней мере, пока это не затрагивает чужие интересы, скажем так. Личные права, да, личная свобода заканчивается там, где начинается чужая личная свобода. На границе чужой личной свободы. Ну, я думаю, что это понятно, это как бы очевидно. Добрый вечер. Здравствуйте. Так, мы остановились с вами на том, что за бородой нужно ухаживать, да, даже бородатым женщинам. Кстати, вот теперь по поводу того, что все равно все едино. У нас же это третий дом и близнецы, да? Теперь мы с вами берем мифы и выделяем из них отдельную, прям такую главу. Потому как почти в каждой религии, наверное, даже я думаю, что в каждой религии, если там уже копать серьезно, обязательно есть либо боги, либо герои, которые были брат и сестра, близнецы, прям вот так вот, что сложно отличить один от другого. Либо постоянно были рядом, как-то тесно взаимодействовали. Если ты тесно взаимодействуешь с другим человеком, значит что? Значит ты проникаешься его интересами, он проникается твоими, у вас есть что-то общее, вы в чем-то похожи, вы в чем-то близнецы. Да? Люди, которые живут по соседству, они тоже в чем-то близнецы. Почему? Потому что у них общие интересы. Чтобы машина, которая приезжает увозить мусор, да, чтобы она обязательно приезжала. В этом у нас интересы с соседями схожи. Да, чтобы не бегали бродячие собаки по двору. Тоже у нас один и тот же. Да, в этом мы похожи. У нас общее желание. Вот. Конечно, в каждой отдельной квартире мы уже там кто во что гораст. Кто в какой цвет хочет, тот в тот цвет стены и расписывает. Это уже наш личный выбор по поводу нашего личного жизни. Но когда мы живем по соседству с другими людьми, мы руководствуемся общими интересами. Близнецовые мифы. То есть это естественное для всех людей ощущение, чувствовать, что кто-то на тебя похож. Что ты можешь любить то же самое, что любит другой человек, скажем так. Понимаете, ты в чем-то можешь быть похож на него. В первую очередь, когда мы говорим о близнецах, мы берем с вами созвездие близнецов. И, конечно, нужно сказать, кто такие были эти самые близнецы. Братья Диаскуры. Как их там, Кастер и Полидевк, да, вот, либо Кастер и Полукс.
Опять же, древнегреческие и древнеримские имена, они чуть различаются, но суть примерно та же. Разве что древнеримские, они более такие цивилизованные, что ли, да, более очеловеченные, более, ну, рафинированные. Вот мне больше нравится древнегреческая мифология, она какая-то более естественная, более харизматичная, что ли, либо как, более природная, вот, более обобщенная, так скажем, вот, ближе к источнику. Если мы берем, допустим, шумеров, Ахура Мазда и Ангра Майню, там у зороастрийцев были такие черный бог и белый бог, да, добрый светлый бог и темный злой бог, да. Опять же, если мы берем истоки древнегреков, да, там же есть и Зевс, и Аид, ибо Посейдон считала, что Зевс хороший, добрый, а Посейдон он злой, плохой. Вот Зевс он там сверху весь такой сияющий, хороший, а Посейдон, он такой весь под землей, под водой, он такой весь злой и творит какие-то гадости, да? Во всех религиях есть такое вот. Даже если мы берем монотеистические религии, где Бог один, обязательно должен быть какой-нибудь злой шайтан, либо дьявол. Как противопоставление. Как... Ну, ясно, да? Я думаю, что вы знаете. Вот. Кстати, если мы берем близнецовость, то важно сказать о том, что был еще и Кавин и Авель. Да? Но это уже тема такая, скорее не дружбы двух близнецов, да, братьев, а скорее вражды двух братьев. Потому что, ну, не все же у нас бывает по хорошему варианту. Ромул и Рим, да. То есть два брата, которые основали Рим. Вернее, ну, Ромул основал, но назвал его в честь Рима. Так. Ну, если говорить о Диоскурах, считается, что это дети Леды, царицы, там, я уж не помню, что за земля была, Спарта, по-моему, да. От двоих отцов дети, от Зевса и от Тиндерея. Помните историю про Леду и лебедя? Зевс явился к Леде в виде красивого лебедя, да, и соблазнил ее, скажем так. От этого союза получилась двойня, но одновременно с этим как бы поучаствовал и земной человек, спартанский царь, поэтому один из близнецов, он как бы полубог, а второй, он просто человек. На что это намекает? Это намекает на то, что в каждом человеке всегда есть две половинки. Та, которая разумная, человеческая, да, и некая божественная сущность в каждом человеке тоже присутствует. Типа как вот есть правое полушарие творческое, да, божественное такое, где человек просто верит, да. И левое, логическое, где человек рассчитывает, где он холодно по логике производит какие-то разумные расчеты. Да? Вот как бы вот разумный человек и божественная сущность. Да? То есть какое-то интуитивное знание напрямую при общении к богам. Вот. Чем они знамениты? Ну, они участвовали в любых подвигах, где там с Одиссеем плавали, да, там и с аргонавтами, и Трою брали. Что-то только где они не были, да. Вот, короче, по итогу Кастор, который был человеком, он погиб, умер там, либо что, ну, по-разному. А Полидевк, вот, либо Полукс, он взмолился о том, чтобы его воссоединили с братом, то есть не захотел расставаться с братом. Поэтому боги сказали, ну, мы не можем человека взять на небо, да, поэтому давай так, день так, день так. Да, то есть то ты будешь на небе, то ты будешь на земле. Вот, чтобы можно было там дальше с братом общаться, да. Поэтому, как бы, ну, там часть мифов о том, что он мог спускаться в Аид, да, часть мифов о том, что Кастора брали на небо, ну, я считаю, что интересней тема, где Кастора все-таки взяли на небо, потому как мы с вами-то созвездие близнецов наблюдаем, да, то есть его все-таки, ну, я считаю, что его взяли на небо, пусть так будет, так интереснее, так, ну, веселее, что ли. Вот, значит, кем их считали? Покровителями путешественников и мореплавателей,
Звонит звоночек Меркурий, да, та же самая тема, тот же самый третий дом, да. Вот, в Спарте их очень любили, вообще считалось, что они спартанцы, ну, дети спартанского царя, а спартанцы у нас одни из самых известных воителей. Вообще тема воинственности и некоторого насилия в близнецах всегда присутствует, потому что это воздух, это воины, это каста воинов, так скажем, да, это элита, это управители, это силовики, ну, в кавычках, конечно, да, не те силовики, которые в России сейчас, да, а такие вот силовики по принципу действия, да, нечего ждать, нечего верить, надо самому понять, сделать. Ну, это скорее в астрологии уже к характеру близнецов. Вот, но мы с вами должны запомнить, что по этому принципу, да, день на земле, день на небе. День в Тартаре, Тартар, я не помню, как точно падает ударение. Ну, то есть в аду день на небе, да, то там, то там. Тема близнецов отчетливо присутствует и в Меркурии, и в Прозерпине, потому что Прозерпина, да, у нас кто, если мы с вами помним, Прозерпина у нас тоже такая дама очень двойственная. Ее похитил Аид, тот самый повелитель подземного мира, ада, себе в жены. Но богиня Диметра взмолилась всем богам, да, там Зевсу и прочее, и уговорила Аида выпускать ее раз в год на белый свет, так скажем. Поэтому в Прозерпине тоже присутствует тема чего-то спрятанного, похороненного, но время от времени возрождающегося, выходящего наружу. То есть тема с близнецами — это и тема Прозерпины, и тема Полидевка и Кастера. Да? То есть принцип-то тот же. Вот. При всем этом, чем интересны близнецы сами по себе? Близнецы — это всегда, скажем так, индивидуальность. Об индивидуальности чуть-чуть попозже, главное, чтобы я не забыл. Тут надо еще сказать, что, допустим, у этрусков, да, мало того, что они были воинами доблестными, они еще помогали человеку в момент перехода от жизни к смерти. Да? То есть тема движения туда-сюда присутствует. Чередование мира и войны. И опять же, тема насилия присутствует и здесь. Дня и ночи, рождения и смерти. То есть вот эта двойственность нашего мира ощущения, познания всего, да, она присутствует. Поэтому тема дуальности мира для меня лично видится интересной темой по близнецам, допустим, да. Вполне вероятно, что так оно и присутствует в сознании человека, что мы условно сначала делим все на два, разделяем хорошо либо плохо. Крошка сын пришел к отцу и спросил Кроха, что такое хорошо, что такое плохо, да? Вверх и низ, слева, право, мужчина, женщина, да? Бородатая, не бородатая, то есть мы делим. Сначала, если ты мужчина, такой ортодоксальный мужчина, да, ты сначала всех людей делишь на типы. Так, вот мужчина, вот женщина. Да, окей, мужчин в стороночку, имеем дело с женщинами. Так, бородатые сюда, не бородатые хорошо, да, то есть тоже. То есть, ну, какое-то разделение, оно всегда присутствует вот на... По итогу, по этому разделению ты должен убрать все, что тебя не устраивает, убрать как Прозерпина все это за скобки, оставить только одно твое зерно, из которого и будет расти росток, скажем так, твоего интереса ко всему, что там происходит. То есть индивидуализация интереса. Конкретно это для тебя интересно и правильно. По итогу потом братьев-близнецов заменяют христианские пары, вот такие святые, как Петр и Павел. Ромул и Рим, да. Один брат погибает, опять же, второй создает город. Тема создания города особенно интересна в близнецовом мифе. Почему? Потому как создание своего мира у нас будет в следующей карте. А следующая карта — это рак, это свой семейный очаг, это своя семья, свой дом, то, что принадлежит уже только тебе, лично тебе.
не всем там этим самым, всей твоей касте, либо всем твоим знакомым, да, а какое-то твое личное пространство, где ты себя чувствуешь комфортно. Свой дом личный, твоя семья, скажем так, да. Но это впоследствии, дальше уже. Пока мы с вами видим отголоски этого в том, что у нас, если мы берем тему воинственного шествия вперед, воинственного закладывания своего собственного города, чем, в принципе, и занимается рыцарь, сидящий в колеснице. Это тот самый Ромул, да, который создает город Рим. Да, то есть он закладывает свою цивилизацию, свой город. Тот самый воин. Тема насилия отчетливо присутствует. От того, что завоевать свое пространство себе, ты должен отстаивать свои личные убеждения, своей собственной силой. Поэтому тема определенного насилия в близнецовых мифах всегда была, всегда присутствует. Тот же самый Ромул, да, он участвовал в похищении сабинянок. Да, то есть, что сделали люди в первую очередь, когда Рим заложили? Да? Там одни воины были, да, то есть они вот воинами приехали, заняли какую-то территорию, создали поселение, да, что дальше делать? Вино есть, да, как бы, ну, привезли с собой. Хорошая компания есть, да, что там дальше, следующий ход? Надо девушек искать, да, ну, а вот тут рядышком живут, да, давайте-ка мы к ним наведаемся, а лучше их к себе пригласим, да, и, собственно, насилием возьмем их женщин себе. Ну вот. Поэтому тема насилия близнецам, ну как, не то чтобы, к сожалению, она им присуща, это нормально. Да, свои личные убеждения нужно отстаивать. Если ты будешь слишком мягким, слишком соглашаться, да, то на тебе будут ездить. Да, то есть все твои убеждения не будут стоить и выеденного яйца. Тема противостояния Каина и Авеля — это более глубокая, более философская тема. Это не столько тема зависти, сколько тема понимания того, что у тебя что-то лучше либо хуже, чем у другого человека. Вот мы были равны, да, пока нам нечего было делить. Как только кого-то из нас любят больше или меньше, возникает тема желания отстаивания своих прав. Вот, но есть путь улучшить себя, а есть путь унизить другого. Ну, это уже, опять же, тема такая, скорее, философская. Тут один близнец шкаф на заказ хотел, неделю вносил изменения в чертеж, и производитель сам отказался от заказа. Да, вот этот близнец, он хочет именно так, как нужно ему, до деталей, до мелочей. Почему? Потому что прозерпина — это одно зернышко, самое правильное, самое индивидуальное. Это вот доведение всего до так, чтобы комар носа не подточил. Вот, причем очень часто это отстаивается с таким прям убеждением в том, что я хочу и я буду это делать. Что-то вы мне здесь указываете, что я не должен что-то любить, либо не любить. Это мое вообще дело, мое право. Вот. Если мы вернемся на уровень богов, с уровня людей. Добрый вечер, за поле. А полю привет, соседи, да? Соседи рядышком тут. Здравствуйте, Лариса. Если мы вернемся к теме богов и по символике, да, почему у нас тут, ну, вообще странно, да, Кастер и Полукс, Кастер и Полидевк у нас вроде как мужчины, да? Вот. И с одной стороны, как бы, ну окей, ладно, мужчины, близнецы похожие. Но у нас же тут не похожие люди, да? Мы тут с вами отчетливо видим первичные половые признаки. Да? Вот женщина, вот мужчина, перепутать сложно. Возвращаемся на уровень богов. Кто у нас там брат и сестра? Причем близнецы брат и сестра. Артемида и Аполлон. Ну, то есть Диана, да? Диана и этот самый, как его там, Фобос, либо... Да, то есть бог солнца и богиня луны. Причем, заметьте, Аполлон, он ответственен за любого рода творчество, за любого рода там художество, и в то же время он был силен. Красив и силен, да, то есть, ну, прям солнце. Сияющий рыцарь в золотых доспехах. Вот. А кто такая у нас
Артемида, она же Диана, богиня-охотница, богиня Луны. Вот. Охотница от того, что там лук. То есть и там есть тема воинства, определенного насилия, да. Даже богиня участвует в насилии. Она же предводительница дикой охоты, да. Почему? Потому как она охотилась как? У нее была свора псов. Она занималась псовой охотой. Она загоняла дичь, вот того самого оленя, и убивала его из лука. То есть, ну, тема насилия опять же присутствует. И вот заметьте, два этих близнеца. Это один похож на второго, второй похож на первого. Женщина-богиня, женская богиня Артемида, ведет себя как мужик, бегает с собаками, луком, стреляет в животных, убивает, что для женщин не свойственно вообще, да? А вот мужик такой, воин Аполлон, он красив, как женщина, обаятелен, музицирует и всячески такой джентльмен, да, то есть он тоже как бы такой черты женственности имеет. Близнецовость просматривается в этом. А в чем еще интересно близнецовость этих двух богов? В том, что Солнце и Луна, если мы берем по угловому размеру, то есть, ну вот визуально мы видим Луну и визуально видим Солнце. По размеру они абсолютно одинаковы. Поэтому если Луна проходит перед Солнцем, она закрывает его идеально, как близнец, будто бы она точно того же размера. Ну, чуть-чуть там щербинка есть такая маленькая, но нет ничего идеального в нашем мире. Да? Поэтому даже солнечное затмение, оно всегда вот там чуть-чуть лучик проглядывает. Вот, поэтому тут можно сказать, что Солнце и Луна для наших древнегреческих предков, да, они и рассматривались как, в принципе, равные по величине боги. То есть они равны, братья-близнецы. Ну, братья-сестры. Близнецы, просто близнецы. Поэтому мы можем с вами смело рассматривать эту карту как не только человеческое, скажем так, качество, да, не только человек прямоходящий, но и как мужское и женское, но смешанное, похожее, да. В конце концов, когда Адам и Ева что-то сделали в раю, такое неправильно, решили, что вот есть правило, но нам очень хочется, знаете, это вот правило, что если нельзя, но очень хочется, то чуть-чуть можно. Вот даже чуть-чуть хватило, чтобы понять, что вы оба виноваты одинаково и изгоняетесь из рая оба. Не то, чтобы там Ева виновата, да? Хотя у нас потом вот все средние века женщина была поругаема и погоняема за то, что вот как бы, это ты вот мужчину взяла в грех, да? Вот. Это очень напоминает то, как евреев сделали ответственными за то, что вы нашего Христа распяли, да? Тоже так. Вы виноваты. Вот. Так что можно сказать, что это богиня Луны и бог Солнца. Тем более, что в следующих картах у нас что? Луна, как рак, как 4-й дом, и Солнце, как лев, сила, да? Вот, об этом, конечно, позже, пока у нас они равны. Пока вроде бы каждый для себя определился, что, оказывается, мы не просто друзья, да? А оказывается, ты женщина, а я мужчина, и возникает определенный интерес уже. По этой карте чаще всего мужчины и женщины выбирают себе именно того, кто им нравится, кого они любят. Вот. Можно сказать, что если по Иерофанту вы выбираете себе, ну давайте так, традиционно, потому что Иерофант это традиция, конечно, вы традиционно выбираете себе мужа, да, то, как мама с папой сказали. Вот, выходи замуж за богатого да работящего, будешь сама как сыр в масле кататься, все у тебя будет хорошо. Все, кто до тебя так делал, традиционно, да, все были счастливы. Поэтому и ты так будешь, потому что ты такая же, ты по шаблону идешь, да, нормально. Вот. Но когда ты вот замуж вышла за богатого, чувствуешь, что да, вроде нормально как-то, ну, муж и муж, ну, терпится, слюбится, норм.
да? Столбы-то такие серенькие, не черные, не белые. Ну, муж. А вот по любовникам, это что значит? Это значит, что ты в какой-то момент начинаешь понимать, что вот либо ты начинаешь в муже любить именно что-то свое, отдельное, особенное, любить его за что-то, а не потому, что мама с папой сказали, не потому, что по иерофанту нужно следовать традициям. А вот если ты его полюбила за что-то, вот тогда уже ты понимаешь, что вот оно счастье, да? Либо есть другой вариант, неверный выбор, когда ты понимаешь, что вот он есть муж, под боком храпит, а есть где-то там, в другом доме любовник, которого ты любишь на самом деле, что вот, а вот его ты вопреки всем традициям любишь именно вот за что-то, за красивые глаза, там, я не знаю, за торс, за то, что он там красиво баллады поет или еще что-нибудь такое. Поэтому как бы любовники в негативе это неправильные любовники. Это человек, которого ты любишь, но не должна любить. Нарушаешь завет. Что такое завет? Это бракосочетание, да? Обещала, дала слово, значит нужно держать. Хорошо, если совпадает тот, кого ты любишь, с тем, кому ты дала слово. Но если не совпадает, ну, тогда ты берешь всю ответственность на себя. Если ты решилась нарушить традицию и иерофанта, то как бы раз ты с мужем живешь и спать с ним только можешь. Если ты завела себе любовника, спишь с кем-то еще, да, ну, извини меня. Тогда виновата будешь сама. Не мама с папой, не муж. Вот. Сейчас-то нам проще. Сейчас можно развестись и выйти замуж за любимого человека, если вдруг как-то вот совершила здесь ошибку. Либо мужчина совершил. Неважно, у нас что мужчина совершает ошибки. Женщины. В этом они уж точно близнецы. Смотрю записи. Офигеть, я 2% мужчин. Супер. Ну, что, плохо? Хорошо. Вот. Вот, собственно, что еще у нас? То есть, я думаю, вы поняли, да? Давайте придем... О, 200 рублей. Спасибо, внезапно. А что у нас эти включены, что ли, донаты, да? Ну, приятно, хорошо. Пусть будет. Спасибо большое. Так, давайте теперь более практическим, что ли. Да? Я думаю, что на тему того, что это близнецовость, мы с вами уже поняли. Да? О более глубоких философских понятиях этой карты мы с вами попозже на следующей лекции будем говорить. О современной культуре мы в самом конце лекции пройдемся, потому как это прикольно, интересно, и тема близнецовости и непохожести у нас будет присутствовать, как и тема выбора, да. Вот, пока давайте пройдемся по значениям, потому как час уже пошел с начала лекции, да, нужно все-таки по значениям пройтись. Смотрите, если мы берем расклады, которые делаются на социум, допустим, да, это, конечно, друзья. Ну, если мы берем социум, работу, да, те желания, которые мы проявляем во внешний мир, ведем себя по-огненному активно на работе, либо в общении с людьми, с широким кругом общения. Это друзья, это какие-то общие интересы. Если выпадает эта карта в раскладе, то, скорее всего, связь с другим человеком у вас искренняя, основанная на общих интересах. Вам хочется чего-то того же, чего хочется другому человеку. Вы с ним как бы близнецы в чем-то. Искренняя заинтересованность такая, да? Самое главное понять, в чем же именно там интересы. Это уже гораздо сложнее, там нужно какие-то брать дополнительные карты. Корпоративность. Заметьте, близнецы, да, они же, допустим, воины, они всегда ходят в какой-то форме. Да, то есть это общее понятие того, что мы все должны быть одинаковыми, потому как у нас общие интересы. Какие интересы в корпорации? Там деньги зарабатывать, либо как бы, ну, какие-то общие интересы. Если ты пришел в большую группу людей, которые занимаются одним делом общим, то у них, само собой, какой-то общий интерес. Оттуда же и командный дух, потому как, ну, вас двое. Да, вот против всего мира вы вот общаетесь с каким-то человеком, вы чувствуете в нем сопричастность к тому делу, с которым вы имеете дело сейчас.
Отсюда идет увлеченность, ну и само собой ответственность. То есть, если ты пришел в какую-то компанию, да, работаешь вместе с ними, то ты должен чувствовать ответственность за все, что ты делаешь, потому как если ты подпадаешь под эти правила, ты должен их соблюдать. Если тебе нравится на этой работе, ты чувствуешь себя как в раю, то, соответственно, либо ты подчиняешься этим правилам, и тебе будет хорошо, все будут говорить, что ты хороший командный работник, да, вот. Либо, если ты чувствуешь, что ты можешь что-то больше, можешь выделиться чем-то из толпы, сказать, а я вот это вот умею лучше, я могу там, допустим, командовать еще, управлять людьми. Не просто работать, как все мои коллеги, а в чем-то даже лучше, в чем-то их превосходить, выделяться из толпы. Благодаря своему какому-то отдельному личному качеству по прозерпинии. Может, у вас голос громче, да, либо вы быстрее всех работаете с клиентом, подсчитываете, либо чек ему выбиваете лучше всего, да, быстрее всего. И вас выделяют. Это уже ответственность. Да? Вот. Поэтому по этой карте всегда можно будет сказать, что с человеком по работе можно будет договориться, его можно будет понять. У вас будет какой-то общий интерес на тему, которой вы сможете с ним зацепиться, начать разговаривать на одном языке, понять друг друга. Очень хорошая, полезная карта в работе, которая позволяет вам понять, прощупать другого человека, как самого себя. Вот. По финансам, по имуществу. Это ваш личный выбор. Это то, что вы лично делаете, то, что вам нравится. Поэтому, если это способ зарабатывания денег, то такой вот, который вам лично нравится, который вам приносит удовольствие, который вы любите. Вот так вы любите деньги зарабатывать, вот так вы не любите. Поэтому по этой карте я бы вам советовал брать то, что вы умеете. Вот, допустим, умеете вы это делать, это и это. Но что-то вам нравится особенно. Вот это и делайте своей профессией, если вы ищете себе профессию. Например, нравится вам в целом готовить, да? Ну, не знаю, всем ли женщинам нравится готовить. Я прекрасно понимаю, что готовить каждый день на всю семью это такое себе удовольствие. Этим нужно вообще заниматься отдельно, да? Вот. Хорошо, допустим, вам нравится. Но если вы хотите сделать это своей работой, вы должны понять, что чтобы продавать свою профессию, вы должны понять, что у вас получается лучше всего, в чем ваша фишка, особенность. Готовить все умеют. А что вы умеете делать лучше, чем все другие люди? Допустим, торты. Да? Допустим, какие-то шоколадные торты, красиво оформленные. Умеете вот эти делать фигурки, что-то там еще такое, розочки, там лепесточки. Вот это вот все, да. Все это вкусно и прекрасно. Если вам это интересно, если вы этим просто увлекались, ну, до такой степени, что чувствуете, что это выделяет вас из всех тех, кто делает торты, пожалуйста, можете этим зарабатывать. Эта карта может намекнуть на то, что вот то, о чем вы спрашиваете, вам нравится. Либо вы должны сделать это своей фишкой. Увлеченность работы. Эта карта значит увлеченность работы. В раскладах на работу это искренняя любовь к своей работе. Любовь к своим коллегам. Ну как любовь? В профессиональном плане, само собой. Вот. Опять же, напарники и коллеги. Тема напарников очень важна, потому как напарники это, ну вот, равный вам человек, который делает ту же самую работу, просто у него какая-то своя фишка, особенность, у вас своя, да, вы можете это делать хорошо, он это, вы дополняете друг друга. Вот. Допустим, мужчина хорошо умеет убивать мамонтов, женщина хорошо умеет следить за детьми в пещере. Ну, так сложилось, да, просто потому что мужчина сильнее, у него специализация своя. Ему с мамонтом проще справиться, чем женщине. А вот с ребенком мужчине справиться сложнее. У него не так много любви к детям, как у женщины врожденной. Поэтому женщинам проще с детьми. Вот такое вот разделение, оно как бы естественно. Просто в силу физиологии. Женщина рожает детей, у нее больше любви. Да, мужчина физически сильнее, ему проще убивать что-то, чтобы есть это, да, чтобы кормить тех же самых женщину с ребенком, понимаете? Вот. Поэтому у каждого должна быть своя индивидуальность. Личный опыт
личный опыт — это то, что вы попробовали. Что такое грехопадение? Да? Это вот вкусили древо, да, плод с древа, и теперь вы знаете его вкус. Не просто верите на слово тому, кто сказал: с этого дерева не ешь, тут кислые яблоки, да. Попробовал сам, теперь точно знаешь, да, точно кислое. Нафиг я это сделал, теперь как бы в раю как бы не очень прикольно. Раньше все было хорошо, а тут теперь ты знаешь, что есть что-то плохое. Древо познания добра и зла. Личное. Да, по финансам и по имуществу. Это тот опыт, который ты приобретаешь, как это, с опытом, да, с течением времени. Ты что-то пробуешь, у тебя что-то получается, либо не получается. Ну и, соответственно, ты воспринимаешь последствия своего выбора. Так ты сделал, либо так, чтобы понять. Отсюда выбор и последствия в работе с финансами. Ты понимаешь, что даже если все плохо, то эта карта учит тебя. Эта карта тебя проводит через свой личный опыт. В следующий раз ты уже точно будешь знать, как делать не надо. Поэтому мы дальше идем логично к раскладам по... Ну хорошо, давайте вот если по финансам и имуществу как пример. Если вы спрашиваете, что лучше, вот этот дом купить, либо этот, и выпадают любовники, это намек на то, что нужно попробовать и один дом, и другой. Пожить в этом пару дней и в этом пару дней, если есть такая возможность, либо хотя бы в этом районе. Снять квартиру в соседнем доме, чтобы прочувствовать, как вам в этом районе живется. И уже на основании личного опыта делать выбор. Но уже если вы на основании личного опыта сделали выбор, то обвинять в том, что вас обманули, вам обещали дом в тихом районе, да, а тут вот район громкий. Но вы сначала проверьте по этой карте. Тогда и будете понимать, что ну, теперь это ваш выбор, и он правильный именно для вас. Вот. Покупать машину нужно то, что вам нравится, допустим, по этой карте. Вкладывать финансы туда, куда вам интересно. Почему? Потому как если туда, куда вам интересно, значит вы с этим уже дело имели, вы уже пробовали что-то, вы уже в курсе, в теме. Да, и, соответственно, можете нести личную ответственность, сделать свой личный выбор. Просто верить там какому-то специалисту по выбору машин. А говорит, знаете, вообще автобус я не хочу, вот, потому как я в автобусе ездил. Вот, и там не очень удобно ездить одному. Вот я хочу там малолитражку. Это ваш личный выбор. Просто потому, что вы чувствуете, что в малолитражке вам одному удобнее. Да? Правильный выбор на основании своего собственного опыта. Вы и в малолитражке поездили, и в автобусе. Ясно, что вы будете выбирать, если делаете выбор. По действию, по саморазвитию. Принятие своей природы. Вот эта тема того, что если ты бородатая женщина, да, раз уж мы так вспомнили, то это вполне осознанный выбор. Если тебе нравится, ну делай то, что тебе нравится. Конечно, ты сам будешь потом виноват в том, что с тобой будет происходить. Если ты сделал правильный для общества выбор, да, сбрила ты эту бороду, ходишь как нормальная женщина, да, окей, хорошо, значит к тебе будут относиться определенным образом. Если же тебе нравится ходить с бородой, ну окей, это твой личный выбор, это твои личные предпочтения, это то, что ты любишь делать. Но ответственность, опять же, будет на тебе. Смысл в том, что если в твоей природе заложено это, то ты должен это полюбить, потому как ты не сможешь не любить то, что тебе не присуще. Поэтому, с одной стороны, я могу понять вот тех людей, которые говорят, что свою природу нужно принять так, как ты есть, да, вот этот бодипозитив и прочее, прочее. Но это то, что ты изменить не можешь. Если же ты можешь изменить это, тебе это мешает, меняй. Но выбор, опять же, будет за тобой. Поэтому это тоже, по этой карте можно сказать, что действовать нужно естественным, правильным для тебя личного образа. Каким правильным? Естественным. Так как ты считаешь хорошим лично для себя. Естественным для себя. Карта это активная. Это активный выбор, активные действия по близнецам. Да, это понимание того, что из той информации, которую тебе дают, ты должен выделить что-то интересное лично тебе. И ты должен активно это делать. Не просто ждать, пока там перелистнут следующую страницу, а погружаться в то, что тебе интересно, именно так, как тебе нужно. Общение с единомышленниками. Ну, уже сказал, что более тонко понять, что тебе нравится, ты сможешь только общаясь с такими же людьми.
Если ты выбираешь себе машину, зайди на форум к автолюбителям, пообщайся с ними, ты более точно выберешь. Вот, ты поймешь, что лично тебе нужно. Очень часто эта карта в прямом смысле слова выпадает на действия по саморазвитию, к примеру, да, в плане сексуальных практик. Почему? Потому что тут два человека, мужчина и женщина, голые, это как бы намек на секс. Но вообще тут это сама карта секса, она в прямом смысле слова может говорить о сексе, но это как бы уже из эмоций и личной жизни. Но если мы говорим об каком-то саморазвитии в эзотерике, допустим, да, то я бы сказал, что в прямом смысле слова эта карта намекает на, ну, есть такая, как это, тантрический секс, либо любого рода сексуальной практики. Развиваться люди и так, это личное дело каждого. По минусам отрицание запретов такое слишком жесткое. Карта переворачивается и приобретает негатив, если вы отрицаете все, что общепринято. Вот все любят так, а я так из принципа делать не буду, да. Но вот все за, а баба Яга против, да, вот не хочу и все, вот не буду. Просто потому, что если сказали с этого дерева не есть, я из принципа пойду и понадкусываю, да, чтобы вот что они мне тут запрещают. Принцип насилия, принцип желания чего-то своего, добиться своего. Ну, это в таком, как бы, преувеличенном смысле. Вот. По эмоциям и по личной жизни, если выпадает эта карта в раскладах, в первую очередь это, конечно, симпатия, потому что ты начинаешь выделять человека из толпы одинаковых ровесников. Вот мы все там с пацанами, с девчонками ходили в кино, там то все, но с кем-то вам общаться интересней. Ты выделяешь человека из среды общения, начинаешь общаться с ним более узко. Да, то есть вот с ним больше общаться, чем со всеми. Как правило, это происходит по половому признаку, потому как, ну, почему? Потому что интересно, да, естественное, нормальное, природное желание, влечение. Вот. Поэтому идет симпатия на первом уровне. Ты выделяешь то, что лично тебе. Ну вот, нравятся блондины, ты выделяешь блондинов из всей толпы отдельно. Влюбленность. Само собой по этой карте идет влюбленность. Тут любовь присутствует, да, по пониманию того, что это именно то, что ты любишь. Поэтому влюбленность первое такое общее вполне может быть. Противоположный пол часто выпадает в раскладах. Почему? Потому что тут мужчина и женщина. Тут намек на то, что вот есть что-то твое, но есть что-то противоположное, не похожее на тебя. Тут мы с вами сталкиваемся с ощущением противоположности личности. Да? Ну, личных качеств физиологии, да, вот у меня женщина такая, мужчина, вот он такой. Вы чувствуете вот эту двойственность. По близнецам вы всегда чувствуете двойственность. У нас же секс, ну, секс в смысле пол, да, у нас не один, у человечества два, то есть мы чувствуем разницу по полам. Вообще, конечно, в картах Таро, когда мы видим голую фигуру, это значит истинность. Почему? Потому что не прикрыта какими-то одеждами, не прячется ни зачем, а естественным образом проявляет свою вот эту естественность. Да, снимает одежду, вот я какая настоящая на самом деле. И мужчина тоже, вот я тоже вот такой. Да? Вот мое естественное желание. Что значит естественное? То, которое тебе нравится на самом деле. То, какой ты есть на самом деле, не прикрытый там какими-то личностями, ширмами. Истина всегда нагота. Поэтому, если вам что-то снится во сне, что вы там где-то голая в городе ходите, да, это значит, что вы хотите другим людям что-то рассказать о себе, открыть какую-то правду о себе, предстать перед людьми в истинном виде, раскрыть свои тайные помыслы там какие-то. Это не с сексом связано, это с истинностью связано. Нагота — это естественное проявление человека. Вот. Роман, если это тайная связь, то может ли она означать и любовный треугольник? Теоретически может, но тут все-таки фокус делается на, ну, любовники, как тема, всегда есть в этой карте. Просто потому, что карта называется любовники, да, и английское слово the lovers, оно, конечно, значит двух людей, которые любят друг друга. Конечно, это может быть и любовники, любовный треугольник, просто потому, что любовник, вот если мы берем русское слово любовник, это всегда намек на то,
что есть настоящий правильный муж, а есть какой-то там любовник. Да? То есть всегда треугольник присутствует, если мы берем русскую версию карты. Я вообще не очень люблю работать с русскими версиями карты, просто потому что русский язык это русский язык. Вот. И с русским языком порой сложно бывает. Да? Дело в том, что русская нация вообще, она такая как бы, я бы не сказал, что промежуточная, проходная, вот переходная между Европой и Азией. Нельзя сказать, что русские там стопроцентные азиаты. Да? Гляньте на китайцев, на японцев. Вот там это да, там Азия в чистом виде. Ну и Европа, там немцы, французы, англичане, у них есть что-то, у европейцев тоже вообще. Вот русских сложно причислить либо туда, либо туда. Они скорее такое. Да, скифы мы, да, азиаты, да, вот. Но тем не менее, каждый русский себя чувствует каким-то цивилизованным европейским человеком, да, потому как, ну чё ж, мы ж не эти китайцы, да, вот. Восток дело тонкое, это же русские сказали, да. Вот, и смысл-то в том, что как бы вот русские понятия, они вроде бы как бы да, такие смысловые значения в русском языке, они вроде бы понятны, но всегда имеют какой-то оттенок другой стороны. Поэтому сложнее. Если вы хотите какой-то конкретики, то берите англоязычный вариант и понимаете, что английское the lovers и русское любовники чуть не то. Точно так же, как и влюбленные и the lovers тоже чуть-чуть не то. Помните, в марсельском таро там мужчина выбирает между двумя женщинами. Смотрите, дело в том, что марсельское таро, я очень хотел сказать об этом, и вот давайте об этом мы поговорим сразу же, как я закончу с эмоциями, да, и с личной жизнью. Потому как кроме любовного треугольника, который присутствует, да, и это скорее перевернутое значение карты, скорее в негативе. Но опять же, все это очень зависит от ситуации. Если муж опостылил, а тут появился такой сиятельный, как Аполлон любовник, то, конечно, эта карта будет для вас значить, что вот, наконец, вы нашли того, кого вы любите всем сердцем, и он только вот для вас будет только правильным. В отличие от этого гадкого мужа, да? Вот. Но чаще всего это есть семья какая-то с детьми, а тут раз любовник. Он, конечно, будет мешаться, влазить в семью и ломать семью как-то одним своим присутствием. Поэтому эта карта в негативе чаще будет. Это тайная связь, конечно, потому как любовники, ну, это любовники, об этом не всем скажут. Почему? Потому что это нарушает запреты. Не принято иметь и мужа, и любовника. В этих элитах и богемах, может, и принято, но как бы в традиционном обществе карты отражают через традиционного, нормального, то есть привычного, обычного общества. Это, конечно, ну, такое себе. С другой стороны, би и гомосексуальность. Почему? Потому что влюбленные это близнецы, это всегда принятие своей собственной природы. Часто довольно много людей испытывают интерес к своему полу. И это то, что заложено в человека как-то природой, скорее всего, либо воспитание. Ну, неважно, чем это заложено, да, скорее всего, симбиоз и какие-то природных данных и той среды, в которой человек вырос, либо общался. То есть, ну, и то, двойственность есть везде. Вот. Но очень часто это играет в негативе, потому что ну, людям сложно выражать свою естественную, истинную, нагую свою природу, свои желания, показывать там, где это не принято. Поэтому очень часто би и гомосексуальность это такой грустный оттенок этой карты, где человек страдает и прячет свое истинное желание. Вот. У меня довольно часто бывают клиенты гомосексуальной ориентации. Сколько я с ними работал, ну там есть свои нюансы в работе, интересные, и мне всегда с ними интересно работать от того, что там всегда присутствуют какие-то нюансы такие, да. Там каждый случай особенный. Очень интересно с ними работать, но проблемы у них абсолютно те же самые, что и у традиционных пар. И эмоции там абсолютно те же самые. Поэтому я между ними разницы вообще. Вот. Как может быть это тайная связь, если они голые, значит открытые? А как мы можем впихнуть всю свою жизнь в 78 карт? Да, мы же не живем по 78 шаблонам. Кроме того, что это
естественное проявление своих желаний, это еще и естественное проявление своих желаний, которые вы вынуждены скрывать, чтобы не нарушить этот запрет. Вы его нарушили, но не хотите показывать, да? Все зависит от контекста, очень серьезно все зависит от контекста. Вот такие вот значения этой карты. Опять же, по контексту там могут быть очень много разных интересных значений. Вот. И сложно так сразу давать примеры, но, конечно, карта в первую очередь говорит о естественном выборе. И вот если мы берем марсельское таро, да, в марсельском таро мужчина выбирает между двумя женщинами. Это более старое, более традиционное значение этой карты. И Уэйт, когда рисовал свою колоду, он добавил в старшие арканы вот символику грехопадения. В марсельском таро эта тема была обозначена как выбор, потому как там мужчина выбирает между блондинкой и брюнеткой. Да? Намек на следующую карту, на колесницу, где два льва, черный и белый, два сфинкса таких, да. Вот. И выбор-то, в принципе, был обусловлен тем, куда стреляет Амур. Там сверху летает Амур с луком и стреляет там в нужную сторону. Да, что вот мужчина влюбляется туда, куда велит ему сердце. То есть выбор мужчина делает. Не потому, что правильно, либо неправильно. Там чернявая или белявая, да, или там рыжекучерявая. Вот. А делает сообразно своему сердцу. У него, по сути, нет выбора. Он выбирает то, что ему нравится. А нравится тут уже особо не выберешь. Поэтому нравятся тебе мужчины или женщины, ты выбирать особо не можешь. Тебе либо то нравится, либо то. Ну, удобный вариант и то нравится. Да? Это как бы оптимально, скажем так. Вот. То есть, по сути, в марсельском таро есть выбор без выбора. Как там сверху стрельнуло из лука, куда стрела попала, то ты и будешь любить просто потому, что тебе так суждено. Да? Поэтому выбор человек делает не то чтобы сам, как бы, а по воле своей судьбы, что ли. То же самое по любовникам, если мы смотрим вот эту карту, да, вот человек-то делает выбор, познание добра и зла, ты делаешь свой личный выбор. Нарушать тебе запрет есть с этого дерева, либо не есть. По сути, как бы Бог обозначил тебе этот выбор. Вот оно, видишь дерево. Его есть нельзя. И ушел такой, да? Но человек, тем не менее, этот выбор сделал. Ему была дана свобода воли. А свобода воли — это свобода отстаивать то, что тебе нравится, то, что ты любишь. Подождите секундочку, сейчас я выпущу кота, он тут просится, там что-то там ему надо. Вот. Собственно, хочется, не хочется, ты будешь делать выбор тот, который в тебе заложен кем-то сверху, да. Бог, когда говорил, вот это древо познания, не ешь с него. Бог уже знал, что так будет, что он будет есть. Просто потому, что, как бы, ну, он следующий, да. Поэтому очень часто я по этой карте, скажем так, ну, Уайт, он как-то так более тонко обозначил этот выбор, что у нас вроде бы как бы есть выбор. Мы знаем правила игры. Мы сами выбираем нарушать эти правила. Исследовать за своим сердцем, за своим желанием, за тем самым змеем, искусителем, который является нашей частью. Либо следовать все-таки правилам. Вот. Если мы рассматриваем это как часть пути, как сказал Уайт, то значит это, ну, то, через что надо пройти, через грехопадение надо пройти. Чтобы узнать, нужно попробовать. Верить можно иерофанту. Но пока ты сам не попробуешь, ты не узнаешь, что это такое. Вот. Поэтому тут выбор такой. Знаете, я часто про эту карту говорю, что есть такой анекдот, да, как Бог создал Еву. Ну, такой думает, что там ему грустно, да, этому человеку там внизу. Нужно ему как бы пару, ну, как хомячку пару выбирают, да, чтобы скучно не было, или попугайчику. Так и человеку нужна пара, да. И вот поставил Бог Еву перед Адамом и говорит такое, ну вот, Адам, выбирай себе жену. То есть, в принципе, мы выбираем не то, что мы выбираем, а
то, что мы вынуждены выбирать из-за того, что вот это нам нравится. Мы не можем выбрать ничего другого, если мы выбираем правильно. Правильный выбор — это всегда веление своего сердца, которое в тебе уже заложено. Ты не можешь выбрать, кого любить, ты просто влюбляешься. В этом такой, скажем так, у Уайта более глубокий философский смысл этой карты. Вот мне это нравится. Мне это нравится больше, чем просто выбор между блондинкой и брюнеткой. Выбор между правильным и неправильным, светлым и темным. Вот. Хотя там тоже есть намек, стреляет, да, там самый Амур тебя, не ты выбираешь, Амур за тебя выбирает, в кого ты влюбляешься. Вот такие дела, пироги. Так, у нас осталась еще с вами тема современной культуры, да, и как тема близнецов и а, выбора своей истинной натуры, своего личного выбора, да, ответственности за свой выбор выпадает в современной культуре. Я очень люблю современную культуру, современные там фильмы голливудские. Очень вам советую. Сейчас много снимается интересного, красивого. То есть, по сути, выбор без выбора. Да, по сути, мы-то понимаем, что мы вроде люди свободные, но вот свой выбор мы как делаем? Вроде осознанно. А кто управляет осознанностью нашего выбора? Наши предпочтения. Да? А кто закладывает в нас эти предпочтения? Генетика, да, гены, как там Васи, Пети, либо природа, либо среда, в которой мы вырастаем, либо родители, которые нас воспитывают определенным образом. Так эта цепочка к самому первому человеку идет. Ну и к Богу, по сути, да. То есть очень сложно сказать, кто делает за нас выбор, который мы думаем, что делаем мы сами. Но очень важно все равно этот выбор делать, во что бы то ни стало, просто потому что, ну, а как еще выбирать то, что тебе нравится? Как понять, что тебе нравится, пока не попробуешь? Давайте про современную культуру. Еще там был вопрос по поводу Савченко, да? Интересный, кстати, товарищ. Чем он известен? Тем, что он активен. Да? То есть он очень много выдает инфы, он пишет какие-то книжки, там у него школа Таро есть, все это хорошо, здорово. Молодец. Вот он такой чистый близнец. Он по характеру очень похож на близнеца. Я не удивлюсь, если он в самом деле близнец. Вот. У меня просто нет такой. Он знает очень много про карты Таро. Очень много разного, разнообразного, разностороннего. Интерпретирует он это очень по-авторски, так как ему нравится. Он не хочет рассматривать в общем и целом, как Уэйт это все описал. Он не хочет закапываться в детали каждой карты. Он берет разные колоды, сопоставляет их, выбирает то, что лично ему нравится, то значение, которое совпадает с раскладами у него, допустим. И говорит, что Уэйт был неправ. Вот на самом деле вот эта карта, она значит это. Потому что вот есть деталь, нюансы. Вот эта деталь у меня значит это, выпадает так. То есть он такой ставит себя выше Уэйта. Ну окей, ты имеешь право ставить себя выше Уэйта, да. Ну так и учить своему собственному Таро. Он по сути, Савченко, он так и делает, да. Он там вроде там создал какое-то свое русское Таро, и он двигает эту тему свою личную. А почему нет? Имеет право. Может. Почему он так делает? Потому что может. Вот. Так что, кто такой Савченко? Русская школа Таро? Да. Вроде то ли русская школа Таро, то ли русское Таро. Раньше там у него была какая-то тема, давно-давно, лет 7-8 назад, какая-то Таро кшатриев, да, то есть воинов. Это каста в Индии, да, индийская каста, которая значит, в принципе, воины. Ну, они же водолеи, близнецы. Да? Вот. Ну и подход у него такой очень близнецовый, да, очень силовой, очень много инфы. Но инфа такая какая-то очень поверхностная, ну, на мой взгляд. Очень много инфы, он прям сыпет этой инфой. Видно, что человек начитанный, что очень знает много, но как-то так. Знания у него очень энциклопедические. Но они, судя по всему, как это, запитаны еще и опытом. Поэтому я не вижу причин ему не верить, если он практик. Вот. А если он теоретик, ну, начитанный теоретик. Если практик, ну, значит опытный практик. Окей, хорошо.
Пожелаем удачи. Искренне радуюсь, ну как это, широте разнообразия видов Таро. Я не из тех людей, кто говорит, вот там правильно, там неправильно. Каждому свое. Вот по любовникам человек выбирает сам свой путь, выбирает. Вот. Так что вот. Когда мы вообще много вопросов, Лилит от него в ад сбежала, и Ева готова была из рая сбежать, видимо, тот еще мужчина. Мужчина как мужчина. Ева и Лилит тоже еще так молодцы, да? Это такая же тема более глубокая. Вот. Так что по поводу Савченко, ну, кому-то интересно, но это очень, это в самом деле очень, очень русское Таро. Такое вот, оно ни туда, ни сюда, как-то так, ну. Я полчаса назад от него к вам пришел, у него сумбур согласен, интуитивно мне к вам. Каждому свое. Кому-то нравится у Савченко, кому-то у меня. Вот с чем я с ним равняться точно не буду, это количеством аудитории. Он уже давно эту аудиторию прокачивает, набирает там какие-то курсы у него, какие-то, опять же, эти книги, что-то там еще. Ну, человеку нравится это. Почему нет? Опять же, делает, потому что может. Вот. Мне не хочется, я не делаю. Вот по книге я там спрашивали, Роман, вы будете книгу писать? Нет. Вот Савченко может, он пусть пишет. Я не могу просто потому, что мне скучно. День рождения Савченко 1 июня. А это близнецы, да? Что у нас там? Да, ну так. Близнецы. Ну я же говорю, очень такой товарищ. Близнецовый. Пусть будут близнецы. Ну, в таком случае Таро Кшатриев, да, может быть Кшатрий, хорошо. Давайте по современной культуре. Там есть очень интересные примеры, да? Помните песенку «Жили у бабуси два веселых гуся. Один серый, другой белый. Гуси мои гуси». Да? Так вот, собственно, во-первых, гуси, они такие, как близнецы, шутники, юмористы такие, да? Давай над бабусей подшутим, прячемся, а потом как выскочим, вот она обрадуется. То есть, то мы так делаем, то мы сяк, то мы есть, то нас нет. Вот. Один серый, другой белый. Один такой, другой такой. Они оба как бы гуси. У них есть шаблон. Но они внутри этого шаблона отличаются чем-то. Один отличается белым цветом, другой серым цветом. Вот. Это, скажем так, самый примитив. Это вот такое вот. Первое, что мне вспомнилось, да, это почему-то эта песенка. Но ощущения очень схожи. Дальше, если мы берем, допустим, такой вот из сказок таких советских. Помните «Королевство кривых зеркал»? Оля и Ело, да? Две девочки-близняшки. То есть она-то одна, в принципе, да? Но она вот попадает, как Алиса, в зазеркалье. Только у Кэрола Алиса была одна, да? Вот, она, собственно, и попадала это в это зазеркалье. А вот у кого там Роу, ну, может и не Роу эту сказку делал, я не помню, честно. Я только Роу и помню, да. Вот они придумали сделать как бы двух братьев-близняшек, сестер близняшек, причем, заметьте, обе такие в пионерской форме, да, то есть они, ну, одинаковые совсем. Все пионеры должны быть в форме одинаковые. При всем этом характеры-то у этих девочек были разными, противоположными. Оля там какая-то такая вся такая эгегей, да, а Ело такая робкая, как бы нет, не надо, ну что-то, ну такая вот, как бы вроде бы похожи, но у каждой из них есть своя фишка. И вот когда они работают вместе, у них получается что-то очень хорошо, как левая и правая рука. Вот. И, конечно, эта сказка учит тому, что нужно понять свою природу, да, и как-то взаимодействовать с ней. Только во взаимодействии со своим характером, противоречивым порой, да, ты можешь достичь чего-то. Причем, что интересно, если мы возьмем, ну, на каком-то более высшем уровне, это очень тема интересная, тем, что если взять историю этих двух девочек, ну, в реальной жизни, во-первых, они абсолютно случайно попали как-то в кинематограф. Ну и одну из них в самом деле звали Оля. Другую там, по-моему, Таня звали.
И вот чтобы их не путать, Олю заставили играть персонаж под именем Оля, да, а Таню заставили играть персонажа под именем Yellow. Чтобы не путались в процессе съемки, да. Но фишка-то была в том, что настоящая живая Оля по характеру не попадала в характер персонажа. Они там наоборот были. Поэтому им было сложно сниматься, но они снялись как-то. Вышло это. Интересно. И весь-то интерес в том, что им потом предложили после того, как они уже выросли, поступать в художественное училище, либо какое, в театральное. Причем предложили люди знающие, правильные иерофанты сказали, что девочки, у вас есть задатки, очень хорошо, вы уже на слуху. В таких случаях, как правило, люди идут дальше по этой стезе. Вот, это правильно, вам бы нужно идти сюда. Они нарушили этот запрет, ну как бы не они, родители сказали, да ну, что это за профессия такая, вот нужно в трактористы там, либо там швеи, там была такая семья очень простая. Вот. И они пошли в какую-то обычную профессию, в какие-то училища пошли, да, что-то такое. И жизнь у них по итогу так и не сложилась, они там пили потом, ну, в общем, умерли где-то там под 50 обе, да, в общем, жизнь не очень удалась. Вот вам, пожалуйста, как они сделали свой выбор, правильный либо неправильный выбор жизни. Послушай они на тот момент правильного иерофанта в лице режиссера, который сказал, девочки, вам надо идти учиться в театральное дальше. Может быть, у них жизнь сложилась бы, вот они бы сделали то, что им хотелось на самом деле. Послушали они неправильных иерофантов, родителей, которые решили, что они лучше знают, что там как в мире. Ну и по итогу сделали выбор не тот. Потом, может быть, они хотели бы сделать правильный выбор, но жизнь распорядилась по-другому, поэтому через любовников нужно проходить вовремя. Вот. Вовремя нужно понимать, что тебе на самом деле нравится. Второй как бы образ очень интересный, классный. Вот те же самые близнецы, только там уже разделение вообще такое четкое. Это Сыроежкин и Электроник, да, приключения Электроника. Вот Сыроежкин, он такой живой, естественный ребенок, да, а Электроник это железный мальчик, который вот учится как-то что. Вот вам, пожалуйста, Луна и Солнце, да, естественная природа и что-то созданное искусственно. Что-то человеческое и что-то природное. Как оно все будет работать вместе, как Солнце взаимодействует с Луной, все вот это вот тоже очень такая интересная, яркая сказка. Там прям вообще здорово они взяли тему роботов, как отсутствие эмоций. И ребенка, эмоционального ребенка, который, собственно, и отличная сказка. Если вы ее не показывали своим детям, обязательно приобщите. То есть, ну, фильм классный. Здорово. Я думаю, что вы чувствуете, да? Улавливаете. Дальше. Тема напарников. Любые голливудские фильмы. Секундочку, еще, собственно, верный и неверный выбор. И напрямую тема любовника и правильного выбора мужа и выбора любовников. Конечно, это этот самый, как его, Анна Каренина. Ну, прям вообще, это классика жанра. Там, конечно, более глубокая, более философская книга, да? Нежели просто вот описание того, как кто-то там нашел себе любовника, ушел от мужа, там родила она там девочку, да, и после решила, что жизнь не удалась, зачем как бы. Почему бы не погасить свечу, если смотреть больше не на что, да, это вот фраза. Такой, это, конечно, выбор неверный. Но весь фильм, фильм, вся книга, да, вся Анна Каренина о том, как выбор делать. Сообразно тому, что говорят люди, либо сообразно тому, что ты чувствуешь, и как совмещать правильное с неправильным. Конечно, это конфликт очень глубокий, что вот есть вроде бы у тебя правильный муж, да, и какой-то любовник, который вроде бы для тебя более правильный, ты его любишь. Ты хочешь сделать его правильно в своей жизни, но общество это не принимает, считает тебя падшей женщиной и прочее, прочее. Ну, вот это вот все тяжко. Я думаю, что вы знакомы с сюжетом, конечно, ну, Анна Каренина, в конце концов, да? Вот это как раз книга по эмоциональной
по такой эмоционально-бытовой стороне этой карты. Вот. Но как вот пример архетипа вообще классно, здорово. Вот. Причем, заметьте, вот Анна сделала неверный выбор, как бы. Ну так, если посмотреть по итогу, да? А, а если мы берем там, кто там был, там же не одна ветвь, да, сюжетная, там же идет еще Левин, да, который сначала делал неверный выбор, вернее его избранница делала сначала неверный выбор, либо он делал, я уже, честно говоря, там чуть-чуть путаюсь, да, но по итогу вот у них-то все получилось хорошо. Левин, он такой вот более, как это, к земле тяготеющий, к более правильному укладу, такой более как бы правильный с точки зрения Льва Толстого мужчина, да? Ортодокс такой чуть-чуть, да? Вот это типа как правильный выбор по Иерофанту. Вот. Ну, Лев Толстой, он был таким товарищем глобальным, вот, но тем не менее, это как бы больше традиционность, но в такую философскую традиционность. Озвученная тема выбора в карте — это, в принципе, вся суть Таро. Причинно-следственная связь кармы. Ну, про карму вам сложно что-то сказать. По сути, карма — это наши действия, которые мы осознанно выбираем. Вот выбираем ли мы их осознанно — это вопрос. Либо это карма за нас выбирает. И вообще, есть судьба, нет судьбы. Это вся Таро, это все Таро вообще в целом. Да, карта очень глубокая, поэтому ее и трактовать-то можно по-разному. Если мы опять же, вернемся на уровень такой голливудский уровень. Чем он хорош, этот голливудский уровень? Он для нас эмоционально воспринимается хорошо. Голливудские фильмы — это такие современные мифы. Вот, и порой они делаются по очень прикольным лекалам. По нашим современным лекалам. И вот эти современные образы, они ничуть не хуже, чем старые образы. Просто если мы берем Библию и берем голливудские фильмы. Библия, она, конечно, философская, очень глубокая. Но, скажем так, представить себя на месте там Каина и Авеля, которые приносят жертвоприношения, это как-то сложновато, не очень заходишь в эту тему. Нужно знать, в чем там прикол, в чем там фишка, да? Вот. А вот в тему, допустим, какого-то голливудского персонажа заходить легко, потому что ты видишь жизнь, в которой ты сам участвуешь, либо можешь участвовать. Если мы берем архетипы, допустим, вот фильмов с напарниками, вот это чистейшие близнецы. Почему? Потому что, смотрите, что такое напарники? Это как соседи, это люди с одними интересами. У них одна и та же работа, у них одна и та же забота. Они должны делать примерно одну и ту же работу. При всем этом, хороший фильм с напарниками — это когда напарники разные. Они вроде бы как бы внешне, ну, по своей функции одинаковые, они там должны, как полицейские, выполнять какую-то работу, да, ездить в машине и как бы патрулировать улицы. Но тем не менее, хороший фильм про напарников — это где один напарник такой, а другой другой. То есть вот как, если даже внешне, визуально, вот старый негр, да, и молодой ирландец, да, то есть, ну, вот такие вот они как бы, ну, совсем разные. Характеры у них разные. Интерес общий, а вот характеры разные. И раскрываются эти характеры по-своему. Вот. Более того, очень часта тема нарушения законности. Вот у нас есть закон, мы как бы своими действиями защищаем этот закон. Но если мы чувствуем, что по закону, по иерофанту, по привычке, по шаблону, по писанным законам мы не можем что-то сделать, в хорошем фильме про напарников обязательно присутствует тема, что давай мы чуть-чуть нарушим закон, там где-то кого-то ударим, да, либо как-то будем вести себя как плохие полицейские такие, да, но тем не менее мы же на благо этого дела, да. Вот проявляется характер каждого человека, и весь интерес в этом фильме во взаимодействии характеров. Само собой, что это экшен, все вот эти фильмы, они такие поверхностные, очень быстрые, легкие, да, но это же близнецы в конце концов. В интервью Шерон Стоун, однажды согласившись сделать знаменитое движение ногами, проснулась мировой знаменитостью.
У вас устаревшие сведения. Сейчас она уже говорит, как бы, что ей обещали, что ничего видно не будет. А вот, но она ж, типа, я ж не знала, что там прям все видно будет. Фиг её знает, знала либо нет, сложно сказать. Вот эти ребята точно знали, что и как, да, что они делают. Один играет такого вот традиционного полицейского, у которого, ну, ему бы дожить до пенсии, а второй вот он молодой, активный такой. То есть они по сути разные, хотя по функционалу должны быть одинаковыми. Строго следовать уставу, закону. Да? Вот. Но если чуть-чуть нарушить, то только с благой целью. Еще ничуть не менее отличный пример, который отсылает нас еще и в дьявола. Да, а дьявол это что? Дьявол это индивидуальность такая, там практически анархист. Дьявол идет против закона, вообще открыто выступает против закона. Я не такой, как вы там, я сам себе. Вот. Почему? Потому что вы заставляете меня быть вот таким, как вам хочется. А я не хочу быть таким, как вам хочется. Мне хочется вот свою собственную правду иметь, да, и прочее, прочее. Это намек на общий заговор. Да, опять же, близнецовость это общее правило. Да? Это понимание общих правил. Информация, которая для всех правдива, хороша для всех. Поэтому, ну вот по Иерофанту. Иерофант, он знает эти правила. Но если он тебя в чем-то обманывает, да, если этот иерофант злой, то там может присутствовать тема всеобщего заговора. И вот эта тема у нас присутствует в X-Files, да, либо как на русском этот сериал известен как «Секретные материалы». И вот этот Данна и Скалли, да, Дана Скалли и этот Малдер, агент Малдер. Причем заметьте, как они хорошо поработали с персонажами. Опять же, это напарники, это люди в чем-то похожие, да, у них общие интересы, там, расследовать все эти дела. Но при всем этом они очень разные. Дана, она медик, да? Агент ФБР с медицинской спецификацией. А Малдер, он такой, как бы наоборот. Вот Дана Скалли, она медик, она логик. Она такая королева мечей. Да? Она жестко следует линии партии. У нас есть закон. Нарушать закон нельзя. Мы можем как бы вот все как положено. Да? Она во всем ищет логику. Она всему ищет объяснение. Логичное, понятное. Без всяких там теорий заговора. А вот Малдер, он постоянно ищет где-то что-то скрытое влияние. Какое-то интуитивно непонятное. Он по высшей жрице во всем чувствует подвох. Что-то скрытое, загадочное и таинственное. Его то инопланетяне похищали. Почему? Потому что похитили ее сестру. По сути, как бы, это тема того, что ты ищешь что-то свое родное, похищенное кем-то, то заменяешь это чем-то искусственным, логическим, таким искусственно созданным. Да? Вот. Тема очень хороша. И очень хорошо, что они впоследствии развили там любовную линию между этими двумя товарищами. Да? Но по сути они напарники. Хорошие друзья, которые делают одну работу, хотя каждый по характеру абсолютно разный. Малдер, он такой, как Аполлон. Ну, во-первых, он симпатичный, там он кем-то считается там чуть ли не сексуальным этим самым таким идеалом, да, ну, мне сложно сказать, может быть. Вот. Да, на скале тоже как бы считается, да, окей. То есть такие вот Артемида и Аполлон. Аполлон, он такой джентльмен, он тонкий, ранимый, интуитивно чувствует, он верит. Помните, вот там у него в подсобке в его, да, в подвале там висит плакат I want to believe с тарелкой, да, я хочу верить. Вот Малдер, он верит. Он такой вот Аполлон, да. А Дана Скалли, она делает. Она агент. Она такой как бы силовик. Она Диана-охотница. Вот. И вот во взаимодействии их таких разных, но очень похожих характеров, ну как, очень похожих по размеру, по значимости, нельзя сказать, что вот Малдер главный, либо что Скалли главная. Они равны, как Солнце и Луна. Вот. У них один и тот же размер. Но функции абсолютно разные. Дополняющие друг друга. И вот за этой парой смотреть всегда интересно, всегда прикольно.
Вот такие дела, пироги. Вот в этом и есть карта близнецов. По Прозерпине это понимание чего-то своего, индивидуального, такого самого любимого, самого лучшего только для тебя. Проходя третий дом от 14 до 21 года, человек должен воспринять стандартную информацию как для всех, да, подчеркнуть что-то такое, что важно для всех, но при всем этом выделить во всем этом большом объеме инфы что-то свое, личное, индивидуальное, выразить свой выбор, сделать свой выбор и уже дальше следовать в четвертый дом, создавать свою семью, свою цивилизацию, свой город, закладывать. Это то, что делает человек в колеснице, в повозке. И что это за повозка, мы будем говорить на следующей лекции, на следующей неделе, да. Вот, это повозка, которую подарила человеку Кибела, матерь богов. Вот та самая повозка, запряженная 2 львами, либо 2 змеями, 2 драконами, неважно. Ну, допустим, львы, 2 животными, черным и белым. Вот, это то, что должен человек сделать примерно к 28 годам. То есть пройти вот этот первую треть своей пути человек как должен? Научившись жить на уровне подсознательном, как ребенок до 7 лет, не осознавая, что он делает, просто делать, исходя из того, что ему хочется делать. Дальше маму, папу слушать, учиться у правильных авторитетов, делать, исходя из приобретенной информации, правильные выводы, находить свой собственный выбор, следовать этому выбору, создавать свою собственную жизнь, свою собственную семью, заложить свой дом, очаг, город и прочее, прочее. И таким образом, примерно к 28-30 годам он должен уже иметь что-то свое. Дальше уже у него будет вопрос, что со всем этим делать, да, как развивать все то, что он вот создал, да, что же с этим как-то, ну, как это улучшить. Но пока мы с вами дошли только до повозки, и это у нас будет 7-я карта. Вот об этом уже на следующей неделе. В пятницу мы с вами увидимся. В пятницу мы с вами увидимся и поговорим более глубоко по любовникам, по тому, как делать выбор. Хотя и сегодня было много сказано, может быть на следующей лекции я пообщаюсь с вами по поводу этой карты. Можете приготовить какие-то вопросы, что и как, и мы с вами в пятницу, вот я озвучу вам ответы на ваши вопросы. Откройте, пожалуйста, секрет, в какой программе делали эту презентацию. Никакого секрета нет. Это программа, которая называется Prezi. Я так понял, от слова Presentation. Программка, которая, как сказать, которая создает такие вот презентации в виде визуала такого, да, то есть это не линейные презентации типа PowerPoint, либо что-то такое. Ну, он сейчас долго грузится, он будет долго грузить. Вот, это программка, в которой вы можете вот делать те же самые презентации, в которых можно в любой момент включить любой слайд, который вам нужен. Вот, допустим, вот по этой карте у меня вот тут. И вот дальше уже отдельно по каждому. Ну, это такая, она больше визуальная, да. Она не столько логичная, сколько для людей, которые хотят видеть в целом. Хотят обозревать все с высоты птичьего полета, скажем так. Хотят в любой момент перейти в любое место презентации. Вспомнил что-нибудь такое? А вот смотрите, вот там у нас это, а помните у нас вот здесь это. То есть видеть в общем и целом. Я человек переходный с водолея на рыб. Вот, поэтому как бы, ну вот мне важно было как-то так внешне. Вот такие дела. Такие дела, пироги.
Спасибо, опробую. Там есть бесплатная версия и платная версия. Я все никак не сподоблюсь купить. Там нужно какие-то 150 злотых отдать сразу за год. Такое, ну как-то. На данном этапе мне это не очень нужно. Мне хватает бесплатной версии. Вот. В платной версии там есть еще какие-то записки докладчика, заметки. В общем, что-то еще такое. Мне так пока хватает. Вот такие, собственно. Вот такая карта интересная. Ну, все карты интересные. Есть какие-то вопросы у вас, может быть? Вот. Как вам сегодняшняя лекция? Который час? То есть, собственно, два часа вот так незаметно пролетело. Но я уже чувствую, да, так по горлу, что близок я к 2 часам. Хорошо, примерно 2 часа примерно у нас и получится. Записи. Сколько народу там у нас сегодня? 28 человек. Тоже тут. Все забыли так. Как вас тут так много-то сегодня? 40 человек на... Интересно, интересно. Хорошо. Спасибо за лайки. Спасибо за комментарии. Отдельное спасибо за 200 рублей, за донат. Это приятно, хотя и неожиданно несколько. Вот, но тем не менее приятно. Спасибо. Куплю детям мороженое. Вот. Гора символ чего? Смотрите, традиционно гора это символика духовного роста, движения вверх. Да? Вот, высшие планеты, вот, ну, допустим, если мы берем высшие знаки, Козерог это земной путь, земная какая-то карьера, скажем так, гора это движение вверх, наращивание опыта. Скорее это вот наращивание опыта. Гора это намек на Козерога, ну как мне видится, да, а Козерог это третья земля, лежавшаяся земля, скопившаяся. То, что росло, и со временем, с опытом. Потому как сама гора, если мы берем символику, гора это, конечно, возвышенность, это что-то высокое, это башня та же самая, башня это ближе к Козерогу. Вот, это какой-то авторитет, да? Это вот построение своей собственной горы, накопление своего собственного опыта. Что такое опыт? Опыт это те действия, которые мы прожили, попробовали лично сами. Вот то, что мы вкусили с дерева. Вот оно и есть. Намек на жизненный путь, опять же, Уэйд там говорил, что это наш жизненный путь, движение. То есть опыт, который мы накапливаем, жизнь, которую мы проживаем, есть эта гора. Можно считать это еще и Олимпом, да, где живут боги. То есть это какой-то, ну, скажем так, земля обетованная. Да? Вот. Ну, мне больше видится такой, более приближенный к практике смысл, это личный опыт. По карте идет ощущение личного опыта. То, что ты попробовал, ты уже точно знаешь, нравится это тебе или нет. Если ты что-то пробуешь, ты в любом случае накапливаешь опыт, либо положительный, либо отрицательный. Это ближе, скорее, к таким, там, к более философским значениям. У нас еще будет в пятницу лекция, где мы прям будем погружаться в эту карту без всяких там границ. Что-то там думать, фантазировать, чувствовать эту карту более интуитивно, так скажем. У меня все лекции разделены на такие более информационные, как сегодня, по символике, по причинно-следственным связям. И часть у меня такая интуитивная, как бы, да, где я просто вот что-то несу какую-то околесицу, но в тему карты, скажем так. Очень часто интересно, очень получаются результаты. Есть такие лекции по императрице, императору и по иерофанту уже есть. Осталось еще там высшая жрица и маг. Вот, но это сложнее, это нужно вернуться. Спасибо, очень интересно, познавательно на одном дыхании. Это третий вверху и его роль. Это Дух Святой, который незримо присутствует в нашей жизни. То есть, ну, это тот, кто делает за нас этот выбор. Понимаете? Вот. Раньше там на марсельском таро там был Амур с луком.
который стрелял в мужчину, да, и как бы зарождал любовь к одной из женщин, к брюнетке, либо к блондинке. Символика того, что выбор за нас делает кто-то, да. Можно сказать, что это Дух Святой, можно сказать, что это карма, которая делает за нас выбор. Наши желания подчинены как бы следствием кармы. Вот, либо Святого Духа, неважно. По сути-то это одно и то же. Да? Почему дерево за Адамом горит? Потому что это древо жизни. Там два дерева, да. Этот самый древо плодами познания добра и зла. Что такое плод? Это результат чего-то, да, итог. Ты вкусил плод, значит, ты познал итог некоего своего действия. Ты сам попробовал. Ты имеешь опыт. А вот древо с языками пламени, и, кстати, должно быть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вот. Это эти самые... Как это? Огонь — это символика желания жить. Это древо жизни. То желание и те желания, которые пробуждаются в каждом человеке просто потому, что он живое существо. Мужчина — это активный символ. Мужчина делает всегда что-то. Почему он делает? Потому что он испытывает какое-то желание. Мужчина постоянно хочет что-то делать. Это активный принцип мужественности. Вот. Ну и, собственно, 12 это 12 знаков зодиака. 12 причин, по которым мужчина что-то хочет. Разные характеры, разные причинно-следственные связи. Хотим все потому, что по какой-то причине. 12 разных языков пламени, это 12 разных желаний. Сегодня это хочу, завтра это. Все в зависимости от того, кто там и как. Там код за женщиной, что значит? Какой код? Я кота за женщиной не вижу. Я вижу змея. Змея — это, Люцифер, несущий знания. Он подсовывает итог этих знаний, да. То есть, что такое несущие знания? Это дух, который нас провоцирует на то, чтобы что-то познать, чтобы вкусить этот плод, чтобы попробовать. Интересно? Давай попробуем. Тогда будем знать точно. Раз знаешь точно, значит дальше сам давай, да? Сам решай. Вот такие дела, пироги. Хорошо, об этом мы еще, может быть, более подробно в пятницу поговорим. Темное пятно черное. Не, это уже... Тут мы еще в рисунке крыльев что-нибудь давайте увидим. Нет. И иногда, как говорил Фрейд, иногда сигара — это просто сигара. Да, то есть это не кот. Это... можно приписать, что это там рога дьявола торчат. Это уже такое, знаете. Это, как я называю, натягивать сову на глобус. Это тут и в рисунке облаков можно что-то увидеть. Там подол платья. Давайте так. И иногда сигара — это просто сигара. Вот тот же самый Савченко, да, очень любит уходить в детали, какие-то нюансы, да, забывая о том, что основной смысл карт Таро — это ощущение. Как эмоциональное ощущение. А эмоциональное ощущение мы получаем в целом. Детали — это нам намек. То, что нам составляет в общем и целом ощущение этой карты. А если мы будем упрощать это ощущение, удалять детали, которые мы и так знаем, и которые для нас лишние, да, мы будем ощущать карту напрямую. Мы будем прям ее чувствовать. Что такое грехопадение? Это когда ты нарушил то, что нельзя, и точно узнал, что и как. Узнал, что и как. И все, дальше уже ты точно знаешь. Ты накопил опыт, хотя, возможно, нарушил правила. Нарушая правила, ты познаешь опыт. Ошибаясь, ты учишься. Потому что тот, кто не ошибается, тот, кто следует правилам, он не учится, он не накапливает опыт. Он просто всегда знает, как хорошо, как правильно. Он просто повторяет что-то так, как уже и так известно. Понимаете?
развивается человек, только совершая ошибки, делая что-то новое, то, чего раньше до него не делали. Понимаете? Что это за пятно? Гадание на кофейной гуще началось. Да, гадание на кофейной гуще — это тема совсем отдельная, она имеет место быть. Мы с вами на Таро гадаем. Мы должны понимать, что это за символика, желание увидеть что-то там, какие-то символы, да. Но если бы это был бы реальный символ, он был бы четко прописан, четко прорисован. Потому как Уэйт, он по солнечному знаку, он весы. Весы — это всегда такое вот понимание того, что человек должен что-то прочувствовать. Человек должен поймать сигнал. Уэйд, когда рисовал карты, он понимал, что человек должен четко понимать, что это за символ. Яблоки — это символ. Змей — символ. Дерево — символ. Гора — тоже символ, да. Ангел — символ. Солнце — тоже символ, да. Солнце — это символ заботы о нас, о том, что кто-то о нас заботится, за нами присматривает, да. Солнце будет в старшем аркане Солнце, еще потом, попозже, понимаете? Но тут намек, допустим, Солнце, что за нас кто-то сверху, старший, большой, тот, кто нас родил, да, он за нас решает, он за нас выбирает, хотя нам кажется, что это мы выбираем. Да, ну, вот та же самая карма, допустим. Такие дела, пироги. Хорошо. Все, спасибо вам за вопросы. Давайте увидимся в пятницу, да, и поговорим еще по этой карте, но уже так более вольно, более медитативно, что ли. Мне очень заходят вот такие лекции, где там просто вот рассуждаешь по поводу карт. Я просто увидела и спросила, прошу не утрировать, кто в чате. Да ладно, бросьте. Что в текстовом варианте всегда, ну как это, сложно передать эмоции. Может, вы это так иронично спросили, да, вот, а народ вас принял слишком серьезно. Не заморачивайтесь, это нормально. Желание видеть что-то, да, это хорошо. Вот. Нет и нет, есть и есть. Хорошо. Спасибо огромное, очень интересно. Ну, вам спасибо за вопрос. Добренько, хорошо, будем прощаться. Те, кто впервые, подписывайтесь, но, наверное, уже поздно это говорить в конце лекции. Вот. Кому нужна консультация Таро, контакты в описании видео. Вот. Как у вас талант, можно, вы просто не пробовали, стоит рискнуть. Может быть. Добренько, хорошо. Желаю вам удачи. Увидимся в пятницу. До конца дня, до ночи это видео будет пока в этом видео, а потом я его вырежу, там часть первую, и оно будет лежать уже как новое видео. Все. Всем спасибо за внимание, желаю удачи, всем пока.